Звук выключен был. Оп, все, звук включен. Сейчас будет слышно. Куда уходим? Стоять. Стоять боятся, да? Стоять боятся, да. Привет всем. Так, у тебя там стрим врублен, да, вроде? А ну, сделайте. Все, отключаю звук. Да, звук выруби у себя. Так, нормально слышно, супер. Еще 2 секунды и будем... А ну, Али, скажи что-то, чтобы я тебя прослушал. А, все, я тебя хорошо слышу. Слышно? Так. Сейчас чуть-чуть погромче сделаю, наверное. Чуть не проспал. Продолжи Виталию подтягивать. Да, Ник, продолжи Виталию подтягивать. Так, кстати, можно вот потом фракталию пройти тоже. В смысле, там же сегодня нету ее. А там у нее не пройдена она была. А, да? Там так можно? Ну да, можно один день пропускать. Типа как с походом, да? Ну, один день пропускаешь, там же 48 часов у тебя есть. Я говорю, ну как с походом можно, да, делать? Да, как с походом, но жаль, что нельзя этого делать. Как там его... нельзя, понял, типа сбрасывать это все, потому что там было бы как Да. в этом было бы супер. Так, давай тогда быстренько настроим сейчас сразу снарягу всю. Вот. Так, ты, наверное, там видишь через сколько? Через там 4-5 секунд все, наверное, видно у тебя. Я пока... Наверное, я точно не знаю, с какого у тебя задержка. Да там написано, ну, я включил малую задержку. Да, зачистки нет. Да скоро добавят, не переживайте. Скоро по-любому ее добавят. Так, Актуон. Актуончик вот так. Ну, пусть будет, наверное, эта снаряга там. Там же физы вроде против нас. Все. Брунгильде яблоко лучше поставить, да, нет? Хотя ладно. Брунгильде, яблоко для чего? Чтобы это? Там же вроде не особо никого нету. Да, я понял. Подземелье, в смысле, там не особо нужно. Ну да. Так, что, как в прошлый раз пробуем Мидея. О, говорю, Мидея, блин. Вот так. Где там у нас Флинтян? Флинт. А, так это же у нас 106-я. Все супер. Тогда у нас тут Люцифер подъезжает. И на вторую линию сразу подготовь, что нужно, и все. Ну да. Вначале сразу она тут... Ингрид там, да, нет, Авида не нужно. Я видя, тут нету смысла, да. Ну, оно же все подготовлено. Можно только поменять кого-то. Ингрид, все есть, все есть. Привет, жена не дает тебя смотреть. Это, да? Капец, что это за жена, как она не дает меня смотреть? Это как так? А ну поподробнее. Очень Очень знакомый по имени Назгул. Назгул. А, аккаунт, да, аккаунт знакомый, да. А, ты с его, что ли, аккаунта? Да, я же с Лехиного аккаунта. Так. Главное, знаешь, вот этот момент не пропустить. Хоп, и еще ближе притянуть. Да, просто с этой, как его, с Зоей, блин, печально. Было бы краше, было бы легче гораздо. Да. Это как в прошлый раз. Ты же был на стриме, да, в прошлый раз, помнишь, когда Зоя вот эти моменты свои мерзкие творила? Ты знаешь, как стягивает? Ты стягивай ниже к себе, нет, самый краешком до тебя, да, понятно. А, у меня сейчас надо уже Зойку менять. Ну, они, походу, слабые, видишь, из-за этого, да, мне. А, блин, не успел, прикинь, секунду не хватило. Потому что ты зря ультанул Люцифером. Так, он не был в ульте. Ладно, я думаю, и на второй раз тоже успею, если что. У меня этот же включен. Перчатка есть у Ингрид, если успею. Так, пока не ультуем никем, ждем.
Они еще раз, да, Ну, увеличились? да. А, ну так все равно успеваю, какая разница, и все нормально. Тот же Люцифер. Только сейчас если Ингрид у меня... У тебя, по-моему, упал. Нет, Стрим. стрим упал? Но сейчас он обратно подрубился. Сейчас я перезайду. Давай, давай. Перезайди, перезайди. Да он каждый раз падает. Но я вот вижу стрим, он на секунду упал и переподключился сам по себе. Так, Ну, да. Ну, это хорошо, видишь, сейчас хотя бы то, что они слабые, ты можешь спокойно да, только я пока смотрел, у меня... свои такие ошибочки. Да, да, только сейчас надо вообще без ошибок. Блин, стрим упал, я отвлекся на это и в конце Ингрид не ультовал. Мира выжила, да? Да, Мира, как всегда. Не подтянул он эту сейчас. Зойку не А чаще подтянул. же просто сделать, знаешь, как, Зойку оставить только на 2 стяжки. Ну да. Ну уже первая стяжка была. Только нужно вот так вот поближе стянуть. Опа, все, подтянул. Что-то у меня Флинт, смотри, полудохлый, Флинт сдох. Не круто. Ладно, ничего страшного. Плюс Флинт сдохнет. Прикинь, Флинт сдох так быстро и все. Блин, это то, что стрим падает, мне не нравится. Каждый раз вот это вот одно и то же. А я не использую флинта на этой карте, ну, на этой раунде. Можно Ну, Рэмбо да, поставить, Люцифер, конечно. Да, можно Рэба. Все до Хотя я переподключились, смотрю, надеюсь. А нет, не все, смотрю, потихоньку переподключаются. Ну, кстати, хорошо то, что сейчас он упал стрим, а не типа там, знаешь, в середине, когда там... ну да, он частенько у тебя так, я не знаю почему. Ну, это да, это трындец. Так, ладно, смотрим. Пока что еще рано, наверное, кого-то менять. Хотя уже можно Зою, уже можно... Зою по-любому надо уже убирать. Да, Зоя, помойку, видишь, они стянуты хорошо. Кучку. Помойку сразу я выкидываю, чтобы она не растолкала их сама. Так, смотрим. Ну, там Ингрид накидал. Ой, этот... Брунька накидала, надо сейчас уже сразу ультовать. Все, увеличиваемся. Должны сейчас увеличиваться сразу же мощно. Да? Или нет? Ну, у меня задержка, я поэтому А, пока ну не да, у особо тебя сюда задержка. починил. У тебя задержка. Ну, один раз увеличились только. Ну, одного раза тоже, в принципе, достаточно для начала. Ну да, но у меня, я же говорю, у меня там они там по 3 раза увеличиваются и все. Тебе надо просто Аврору тоже менять. Да я сейчас флинта еще поменяю. Да. Сейчас флинт ультанет и флинта сразу уберу. Этот, как там его, карась, короче, почти сдох и в конце просто все лицо себе выхилил. Там флинт не нужен, ведь если Аврора и нужен танкующий стрелок, который будет получать. Да, но все равно, видишь, флинт в прошлый раз сдох и вся команда сразу же улетела в никуда. Все, Я тебе прошел. говорю, я почему-то не использую. Я у себя тоже, я у себя только Рэмбо брал и до конца прошел с Рэмбо. Так, сейчас я быстренько настрою, тут кое-что у меня все падает. Да, ты параллельно объясняй то, что там, типа, Ингрид нужно ставить для того, чтобы она... Потому что, типа, я понимаю, может быть, аудитория знатная, но есть же и новички, по идее. А ну и новички тогда, только видишь, что пока что у нас всего лишь 13 человек. Еще не все подключились. Че, пробуем следующий бой. Так, у нас на следующий оставляем вот так. И я хочу на этот раз Актона поставить. Тут он вроде немного усилился, как я вижу. С Флинтом по-любому, с Авророй. И вот так. Вон, видишь, Эндрю пишет, там Флинт тоже не нужен. Как у нас, ну просто это, видишь, не команда, а сам аккаунт особо не, скажем так,
не настолько сильно, насколько бы хотелось. Ну да. То есть, ну, видишь, у меня в прошлый раз флинт упал. У меня в прошлый раз флинт упал, и все, сразу вся команда улетела в никуда. Тут, кстати, если было бы... Ну, А, ну вот опять Зойка всех раскидывает. Но это ничего страшного. Крэша, я так понял, нет, да, здесь? Что-что? Крэша нету, да? Не, крэша нету. Вот крэша нет, но видишь, был бы крэш, ты же сам говоришь, что было бы вообще намного проще. Он, во-первых, он скорость дает очень много. Он скорость отнимает у противника. Так, как то можно уже убирать. Ну, блин, и этот... Экинокса поставлю, захиляю, наверное, флинта, чтобы он не умер сейчас. Потом уберу его. Так, сейчас, наверное, 2 раза захиляю флинта. Сидеть молчать можно? Ну, как всегда. Как всегда. Мгм. Сидеть молчать можно? Можно. Так, флинт погиб. Тут, наверное, все-таки я как в прошлый раз сделаю с Люцифером. Потому что без Люцифера вообще не то. Видишь, Флинт дохнет, а вся команда... Привет, привет, Вячеслав, привет. Ну, Флинт дохнет из-за того, что вот эти вот саманы, блин, ядовитые жирают того бедолагу. Самые ядовитые и еще то, что эти вурдалаки или как их там называют. Ну Оп. да, колдуны эти. Так, люди потихоньку обратно возвращаются. Оп. Так, Это ж хорошо же. да, нужно убирать Экинокса и поставить, знаешь, кого? Поставить Люцифера, которого я не поставил. Ну ничего страшного, поставим сейчас Тереску. Чисто проверим, как оно сейчас будет в этом работать раунде. А что насчет этого? Пандара нет, да, тоже? Я ж на прошлом стриме, помнишь, говорил, типа, Пандар было бы вообще топчик. Я вот у себя, Я просто не помню, на каком-то аккаунте это делал. на этом же. Сейчас я перенастрою, я Люцифера не поставил. Я в этот раз, наверное, уберу Актуона, все-таки что-то мне не особо по душе. И Он, видишь, он не особо дамажит здесь, потому что, во-первых, он слабый. здесь он слабый, да. Ну, Hello, Юсуф, hello. А Актуона выпускал под конец жизни у магов, и они жизни не набрали. Ты хочешь сказать, Актуон не дает им хиляться? Да, Ром, каким был, таким остался. Ничего не меняется. Так, ладно, Брунку ставим тут. Я думаю, все-таки Люцифер нужен. Он всех мобов будет сейчас убивать хорошо. Ну, в этом плане, да, он зачищает поле. Ну ты увидел, да, как там Флинт погиб? Ты же увидел, да, уже? Да, это плохо. У него, видишь, снаряга слабая. У него слабенькая, да, снаряга. Это одна из основных. Ну и сам по себе он 130 тысяч силы. Ты поставь Авроре, знаешь, снарягу, щит лучше поставь. Если она будет доставать до Флинта. Ну, да ладно, Флинта, там хотя бы задний так у тебя будет, пока спокойно стоять против этих. Если там самыми заагрятся, тебя же Зоя частенько, помнишь, помирала. Ну да. Так, у меня Флинт опять умирает. Я убираю... А, нет, Флинт выживает. Ого. Посмотри, как... А как это она просто в секунду Зойка ушла? Сейчас, Надо посмотреть, кто там урон сколько нанес. А, вот эти вот мобы вышли сверху, паразиты, и нанесли столько урона. ну, я тебе говорю же, поэтому нужен щит. Ладно, ставим Не, сюда. на нее это ульту нужен, как Для физ защиты пала и дохли остались. Блиса может убить цель, игнорируя физ щит после низкого хп. Да, Блиса может. У меня же есть ролик Эндрю. У меня там Блиса как раз тоже вот это и творит. Нет, со мной не Зуч сидит, Ром. Зая Зуч. Пробуем еще раз. Так, мне кажется, нужно потом, наверное, убирать все-таки Ингрид. Ой, говорю Ингрид. Нужно убирать Зойку, наверное, потом. Ставить кого-то, кто более такой, знаешь, убивающий и не умирающий.
Лилит, кстати, хорошо тут стояла. Ну, блин, от нее урона тоже особо. Ну, здесь нужен бурст дэмэдж такой. Что-то наподобие Хелли, знаешь, Терезы. Ладно, Но они здесь тоже особо не сильно выкидывают. а Тереза, она... Кстати, можно и Терезу попробовать за место Хейли. Но в прошлый раз я ставил, тестил, то Тереза вообще намного меньше урона наносила. Ты можешь, знаешь, просто как сделать? Ты можешь сделать так для начала, чтобы у тебя же 10, ну, как 5 замен получается. Ну Ты да. можешь просто тупо кого вначале пустить вместо Авеора, например, и вместо Люцифера 2 магов, да? Ультануть и просто сразу поменять. Ну, Или можно и пару так. раз ультануть и поменять, понял? Ну, Чтобы типа, морган да, зашел нормально. чисто ульту использовать для дэмэджа. Да, да, да. Ну, сейчас надо Зои уже убирать, все, она уже дохнет. Я, наверное, уберу Зою, поставлю... Я вот думаю, сейчас Терезу или Актона поставить. Потому что щит не юзаешь на уровне. А, вот заюзаешь, всё. Я уже заюзал щит, да. Ладно, поставим Терезу. А почему Терезу не юзаешь? Ну, Тереза слабее, чем Хейли здесь. Видишь, как бы Тереза меньше урона наносила в прошлых боях, я как помню. Так, флинта нельзя вот этот использовать, а то... Смотрим. Я самое главное забыл замлять за их жизнью, потому что они могут сдохнуть, и я не успею им поставить Овидия. А Лилит чего нет. Ну, по той же самой причине, то, что Хейли посильнее будет. Лилит, может быть, позже поставлю, то есть выкину ее после... Ну, сейчас посмотрим. Терезу уберу, если будет умирать Тереза, либо если будет умирать кто-то еще, то буду менять. Кто у нас еще стягивает? Только Крэш и Зоя, да? А кто на 2 ульты поставит? Да, кто на можно? Блин, я сейчас рано ультанул, наверное, и сейчас очень сильно пожалею об этом. Сейчас, если убью Карну, будет супер. Карну убил. Так, наверное, нужно Флинта убирать, наверное. Но до сих пор хиляется, смотри, живет Флинт. Нет, Флинта надо убирать. Флинта убрать, наверное, поставим Актона, давай. Давайте Актона сейчас поставим. А Робин есть? Кстати, я не смотрел, Робин есть или нет, но Робин тоже неплох. Робин как раз магическая, у него же ульта магическая, вроде, если не ошибаюсь. Так, одного убил уже. Хоп, 2 ульты ставим Актона. Ну, перчатка слабая, видишь, да? Перчатка слабая у нее. Ну, перчатка, да. У Робина магическая ульта или физическая? Я уже забыл. Вот снегопад. По идее, магическая должна быть, по идее. По идее, да. Так, смотрим. Потихоньку. Я просто не вижу на поле боя, кто остался, прикинь. Я просто не вижу, кто остался. Проблема в том, что у тебя Робин целый. И уже с щитом. А, то есть он только один остался? По сути, да. Так, Ну, тогда... там Хелли еще есть. Я Хейли даже не вижу. Если Хейли есть, то я проиграл. Я убрал, потому что видел. Да, Хелли есть, потому что... А Хейли есть, да. Я только сейчас ее заметил. Ну, она просто опять из карты боя исчезла. Как в прошлый раз, кстати, помнишь? Ну, она когда прыгает, ее как бы не считывает. А без Лег слабо? А может еще попробовать вообще без героев? Не, без лет не слабо, если были бы нормальные квесты. Если бы были бы нормальные обычные, то можно было бы. Знаешь, там типа Патра была бы, Пандар был бы без проблем. Я бы ворвался бы. С Пандаром? Если альтернативы нету, смысла тогда. Правильно? Смысла никакого. Так, Хейли соло. Я убил Робина, а Хейли осталась. Это чисто моя ошибка, то, что я не заметил то, что Хейли была жива. Я думал, Хейли погибла. Убирай Хейли. Хейли сам зачем оставил Хейли? Если она спит под 6 щитов. Я Аврору зачем оставил? Надо было сразу ставить физов, чтобы они, может быть, пытались размотать. А там 3 секунды оставалось. Неважно. А, у Робина маг. Вижу. Да, у Робина маг. Знаешь, просто... Так, не попал ультой. Знаешь, чем еще хороша Зоя? То, что у нее капитанка крутая. Хотя и такая же у Хейли. Знаешь, что можно попробовать? Что? Вначале, короче, Зою не выпускать. Понял? Угу. А вначале просто выпустить Ингрид. Сразу вначале кинуть, типа, там ульт на кого-нибудь, типа Малачи, да? Чтобы все собрались в одну кучку, да, перед ним. А потом уже ультовать.
Нет, ты не понял. Я имею в виду то, что у тебя человек, который стягивает, только один, правильно? Ну да, ну еще и Флинт. Ну, Флинт такой себе стягивает, у него слабость. То есть у него там надо, чтобы они все были в куче, чтобы... АОЕ, да. АОЕ, слабо. Я вижу, то, что если ты поставишь ульту Инрид, они начнут бить того чувака, на кого ты ультанул, правильно? Ну да, да. И в этот момент, получается, они кучканутся. Ну там тоже радиус не такой уж большой, понял. Не, я имею в виду на ульту на 2 раза может максимум сделать, или это потом сразу это менять, чтобы потом в конце, когда тебе нужен Авиди, у тебя еще осталось Зоя в запасе, чтобы ты ее смог спокойно стянуть и Авиди ультануть. Ну я вот сейчас убрал эту, как там его. Ну у меня Флинт сдох, я не знаю, зачем я 4 героями воюю. Ну может быть выиграю. Хотя навряд ли. Мне надо убирать. Короче, мне нужно убрать вначале, наверное, знаешь, кого? Люцифера уберу. Сейчас поставлю... кого поставить? Давай Терезу поставим сразу же изначально. А Люцифера после же поставим. Проблема в том, что тебе не хватает маг урона, и если ты убираешь Люцифера, тебе не хватает урона, чтобы сносить самому. Но я же его сразу уберу после того, как Тереза ультанет пару раз. Тереза сейчас же принципе, сильная. А какая хитрость Авидия? Ну, Авидий не дает хиляться ультой и третьим скиллом, если не ошибаюсь, пассивно. Он снимает ты смотри, щиты Лёв, и хил. Да. чтобы тебе удобно было, возьми вот вторую линию, покажи. Просто убери всех ненужных героев, оставь 3-4, которые ты будешь менять, и все. Ну, я уже я уже бой начал. Следующий бой как раз таки то сделаю. У меня же чуть впереди. Это, да, Лилит ставь. тут там. Сейчас, если с Терезой будет слабо, то поставлю Лилит. Ну, кстати, смотри, сейчас они как раз хорошо. Вроде хорошо. Ты просто ультуй это все не сразу, а ультуй с чередами. Чтобы, например, типа Зои ультану, потом типа Терезы по очереди, чтобы. Ну, так у меня Зоя ультанула, а под Зоей Тереза. Флинт опять сдох. Но Флинт просто умирает. Нет, Флинт без Люцифера, он просто вздыхает. Он сам он и выходит, и Флинта сгрызает. Ну, посмотрим, что тут с Флинтом. Интересно, по силе. И что тут у него можно изменить еще. Ну, Флинт 133 тысяч силы. Флинта... Может, Флинту тоже? Наверное, тут надо Флинту поставить АУЕ щит. Потому что вот этот щит, который дефает, он... Флинт бы сам себя еще дефал, бы было бы неплохо. А он решит хорошо то, что видишь, сейчас и кучкуются, а тем более сейчас ты сможешь Зои стягивать спокойно и кучковать. Давай вначале Зою, наверное, уберем. Короче, кого я сейчас ставлю? Я сейчас ставлю Флинта, Аврору, Хейли, Люцифер и за место Зои Ингрид, да, говоришь, поставить? Да. Так, вот так. А после мы ставим кого? Мы ставим Брунгильду, Актуон, Зою, Лилит, Авидия, Феникса поставим тоже, можно поставить Феникса по-любому. Кто там еще есть из интересных героев? Так, смотрим. Терезу надо по-любому ставить. И, наверное, сову поставим, как нет, сову, да, и еще кого-то. Еще даже можно. И поставим сюда этого. Экинокса. Все, стартуем. Зря Актуона недооцениваете. 2 ульты, убирай его, так как сдохнет, но урона нанесет много. Я могу сейчас поставить Актуона и посмотрим, сколько он урона нанесет. Просто я в прошлый раз его ставил, он мало урона наносил именно здесь. Но сейчас я вот Ингрид ультанул. И видишь, они не прибегают, потому что не хватает этого. Не хватает рейнджа. Рейнджа не хватает с Ингрид. И они не подходят к ней. Ну сейчас еще раз Ингрид ультану, если хватит маны. Так, АОЕ щит. Не, Ингрид, она просто пол игры стоит и свою ульту копит. Так, ладно, убираем, ставим, наверное, Зою, сейчас стянем всех и потом туда еще зальем. Вуконг не лучше будет. Тебе главное видеть, что он просто главное, чтобы делать, во-вторых, видишь, ты игры должен взять сразу ультануть, чтобы удачно был ульт, и чтобы они на задней линии, они еще шли вперед, понятно? Ну, они задней линии вообще не подходили к ней. Вообще не подходили. Ну, Флинт вздыхает, просто Флинт умирает. Флинт просто умирает. Надо с этим что-то делать.
Может попробовать без флинта, но без флинта команда вся остальная дохнет. Надо посмотреть, танки есть какие-то интересные. Может, вместо флинта поставить какого-то крутого танка типа Ксеркса, и он заполнит всю эту планету. Сейчас попробуем Ксерксом, так же самое. Только, наверное, Ингрид тоже уберем. Поставим Актуона. И попробуем вот так. И флинта закинем сюда. Привет, Сергей, привет. Вуконг не лучше будет? А что Вуконг? Вуконг, чтобы он танчил? Танчил и этот. Ну, сейчас надо посмотреть, какой тут Вуконг. Если не ну, ты ж про Монка говоришь? Он имеет в виду викинг, может быть. Викинг? Ну тут еще есть еще Вуконг, это обезьяна, понял? Которая не Монка, там другая обезьяна. Так, ультанули Ксеркса, мы сейчас должны быть впереди эти его крипы. Не, все, сдох Актеон. Вуконг, Викинг. Так, не ладно, это не то вообще. Команда не та, без флинта не то тоже. А, тут Гербер еще есть. Смотри, кто тут из танков есть. А он, наверное, Монка имеет. Ну, давай Вуконгом или Монк, как там его назвал, попробуем им. Как Актуона надо использовать, как я видел, перед переходом физа. Не получится. Знаешь почему? Ну, почему? потому что Зоя, она, как бы сказать, грубо говоря, скажем, тормозит ульту в плане того, что, видишь, робот запрыгивает, прям убил Актуона. А Зои нужно эту фигню контролировать постоянно, когда ульту, и он тупит, не ультует сам. Ну да. Ну, с другой стороны, она тормозит ульту, но и с другой стороны, она, получается, откидывает. То есть... Сейчас попробуем Монком. Так, Монк умирает. Поэтому нужен крэш. Че, давайте, ребята, по-быстрому крэша качнем, да, наверное? Актуон может все, но почему-то он этого не делает именно здесь. Это хорошо, что Актуон может. Жаль, что он здесь что-то именно этого не делает. Ну вот, видишь, Актуон стоит у меня. И... Слушай, ну можно было, конечно, убрать Аврору и поставить этого... Как там этого парня зовут? Феникса. Но, с другой стороны, если я поставлю Феникса, то меньше будет, конечно, намного меньше будет урона. Ну все, надо Актуона убирать, скорее всего. Актуона убираем, сейчас он сдохнет тут у нас. Так, у нас Люцифер почти умер. Не, Люцифер выжил. Актуона убираем, ставим Зою. Притягиваем, ставим потом Овидия, и победа за нами. В кармане. Вот так. Так, смотрим по хилам. Ничего особенного. Блин, ну вот он просто флинт взял и сдох. Вот секундально. И Хейли просто секундально сдохла. Вот что с этим будете делать? Просто вот что? Я не понимаю, как на 106-м вот так вот все так плохо. Я не понимаю, в чем тут... То есть 107-й, 106-й я у себя проходил, если, ну, как я помню, то на автобой одним пандаром. 180 тысяч силы пандар. Ну, видишь, не хватает героев. Именно нужных героев. Не по плане, что. Да, ну ладно, Зойку надо по-любому ставить изначально. Зойку в начале ставим, Актуона в конце поменяем. Я на этом уровне Мерлин с капитанка ставлю Солнце, Крэш, Патра и еще кого-то. Патра очень круто. Патра, Крэш как раз вместе не дают вообще противникам ничего сделать. То есть противники всегда в этом, и поэтому у тебя урон не получает команда. Я Патры тоже, кстати, проходил. Другой только уровень. Патра, потому что их в жуков превращает, вообще прекрасно. Да, Патра просто тотал контроль делает. Ну, Монк сдох. А интересно, какая тут Патра у нас? Может, тут у нас Патра сильная, и поставим Патру? И Патра синяя. Сильная, но синяя, ребят. У тебя герой сильнее. Да, у меня герой сильнее, но мне и было намного проще пройти, а тут практически это сложно. Слышь, а если без флинта поставить, но поставить кого-то, кто будет впереди танчить? Или все-таки Пандара? Да, Пандара поставим, что он тут у нас?
Пандара заместо Хейля. Может быть, сейчас будет какой-то урон. Алексей Зинченко пишет, удаляет, пишет, удаляет. Что ж ты там такого интересного пишешь? А, тут даже капитанки Пандара нету, понял, который урон основной наносит. Это печально. Это печально. Да, вот этих вот, знаешь, вот когда нету вот этих вот основных героев, которые вот прям нужны, это очень печально. А именно тут их, тут не хватает 3 героев. Вот тут не хватает Крэша, 100%, не хватает Пандара, и, наверное, да даже, наверное, Патра не хватает. Патра тоже хорошо заходит, прям супер. Но я сейчас буду смеяться, если Пандар все-таки тут, даже такой Пандар нанесет урон. Патра вообще супер. Total контроль, как ты говоришь. Так, смотрим, смотрим. Ну, потихоньку, пока что все нормально. Все довольно-таки неплохо, вот даже таким отрядом. Только, видишь, он опять подпрыгнул ко мне, Робин. И мешает всему. Но Зойка его обратно стянула, поэтому все неплохо. Поэтому, наверное, лучше поставить на этом, на флинте точечный щит, кидать его на Пандара. Не, Пандар живет, Пандар прям супер. Слышишь, ты сейчас я, наверное, выиграю этот бой с Пандаром. С таким Пандаром. Ну вот что и требовалось доказать просто, как он работает хорошо. А прикиньте, если Пандар еще с... Если Пандар еще стоит с этой, с Клеопатрой, они там тоже хорошо разносятся вместе. А еще и сверху Крэша, да, там, наверное, вообще... Вот, ну, вот и список из бесплатных героев, из которых можно было пройти. Вообще без проблем. Так, почти умирает у нас это Гаргона, поэтому выбираем Флинта, Овидия и поехали. Главное успеть ультануть Овидием. Все, Овидием успел ультануть. Так, Овидий ультанул, вроде все нормально. Вроде Гаргона уже погибла. Ошибки просто собака мешает мне. Собака мешает? Тут собака. Видишь, да, как все неплохо получается? Ты нам на какой секунде? Так, вроде... Так, не хватает ульты этого, а Виде опять не хватает ульты. Сейчас бы ультануть, и было бы вообще супер. Ты здесь, Али? Так, Да. ты здесь, да? Было, Что-что? Кто-то спрашивал, 35 секунд, ну 35 было. Понял. Смотрим по жизням. Сейчас Карна почти умирает. Но я пока не буду ультовать, наверное, Виде. Так, ну я, наверное... Что-то я ступил. Что мне не сказал, то, что я туплю. Поставим Актуона в конце, как и просили тут. Как и просили, Актуона ставим в конце и поехали. Сейчас будет урона море. Ну, кстати, Актуона в конце ставить тоже хорошая идея. Потому что он же как раз будет жить до конца. Он не умрет сразу же. 10 секунд осталось, и, наверное, я не успеваю. Так, убираем Флинта, ставим Терезу, сразу ультуем Терезы. Нужно это все быстро. За 10 секунд нужно нанести море урона. Успеем ли мы это сделать? Убираем, ставим Хейли. Вместо Флинта Утера попробовать. Так, Утер, мне кажется, Утер тут, во-первых, слабый. Мне кажется, тут Утер, во-первых, слабый. И, во-вторых, 1 секунда осталась. Но я бы... Почти. Остался Робин и Хейли. Сейчас посмотрим на урон. Пандар 14 миллионов урона. Пандар 14 миллионов урона. Не сможет ставить, там же самые ядовитые, они уничтожат их. Ну да. А знаешь, в чем проблема, наверное, была? В том, что я Зою очень долго держал. Нужно было Зою раньше убирать и ставить другую. Хейли, как всегда, живая. Да, Хейли, как всегда, живая. Хейли, как всегда, у нас... Зою надо менять сразу же после того, как ты вызываешь Овидию. Стягиваешь для него. И потом можно на Зою сразу менять. То, что ты... Давай немного усилим Пандара. Тут как 101 уровень. Давай мы сделаем 102 уровень. Немного навыки ему поднимем еще. А есть эти обычные навыки? Нет, этих нету тоже. Нечего поднять ему. Так, ядро.
Так ядро можно ему нормально поднять. Тут как раз 1400 для ядра. Первый. Сейчас, ладно, будем усиливать. Будем Пандару усиливать. Хотя бы там на 1002 хотя бы усилить. И уже неплохо будет. И 1000, прикинь, тут... Я до 6 сейчас ему ядро могу поднять. Открытую энергию. И скрытую энергию сейчас можно глянуть. А капитан? Капитанку нет, наверное. Знаешь, слишком много. Ну, если там есть. Боинг, то почему нет? Чтобы на пару раз качать уже больше будет. Ну да, ну так у него тут, если ты видишь, да, у него как тут она вообще слабенькая. Так, сколько у нас тут? 27 человек. Ребятам, давайте там друзей своих там скидывайте ссылку. Подписывайтесь, самое главное, подписывайтесь. Там проверьте, если вы не подписаны. 25 человек всего лишь. Всего лишь 25 человек. Мало. Хотелось бы 40. Вообще было бы 50, супер. А еще лучше 100. Смотри, как только сказала, люди начали уходить. Ладно, тогда буду говорить. Доброе, всем приятной игры, до встречи. До встречи, до встречи. Качаем силу. И тебе тоже доброй игры. Надо, наверное, наоборот говорить, чтобы его уходите, и все будет приходить обратно. Типа реакция аттрактивная. Да, да. Ну, походу так работает. Хопа, улучшили. И еще раз улучшили. Не, ну нормально. Что-то у нас еще есть интересное. А, скрытое никак, потому что не хватает этого. Скажи мне, я тебе скажу. В общем, не хватает... ядра, ой, рун не хватает. Руны слабенькие, понял? И поэтому скрытую даже нет смысла смотреть. Да, не открыл. Да, не открыто даже. Просто в воскресенье все пьют. Так в субботу все пьют. В воскресенье наоборот, все отдыхают дома и заходят на стрим и кайфуют. Ну что, можно Пандару и этот прокачать, капитанку. Это, смотри, у него 2 уровня капитанка. Сейчас сделаем ее 3 уровня. А может и 4 сейчас сделаем даже. Сейчас, если есть что потратить. Смотрим. Так, сколько тут нужно? Нужно 450, у меня есть 200. Не хватит на капитанку, наверное. Наверное, не хватит на капитанку, или хватит. А, наверное, хватит все-таки. Да, хватит. Сейчас капитанку ему апнем хотя бы 4 уровня, и с капитанку уже вообще будет море урона. Ну что, сколько у нас уже? Ага, и еще ему осталось еще уровень апнуть. Тогда вообще будет все топчик. И навыки апнуть сразу же все. Что не сделаешь для того, чтобы пройти Пандару? Прорыв навыков. Прорыв навыков. Давай ему еще разочек ульту прокачаем. А, и звездная душа. Ну, кстати, тут можно было звездную добить, но тут не хватает, поэтому нет смысла. Сколько опыта в каждый день поднимаешь? 2400 минимум. В прошлый день, вчера, 2500 вроде сделал. Капитанку ставим Пандару. И знаешь, наверное, как? Наверное, сейчас без Зои, но с Хейли. А Зою после поставим. Попробую фулл маг-пак, Актуон, Мерлин, Солнце, Алма и Зою. Одну и до конца не менять пак. Ну, сейчас я после этого боя попробую. Но я думаю, Алма тут слабая, поэтому сразу же, наверное, без Алмы. Что-то другое. Кстати, а зачем я ультовал? А, я ультовал Люцифером зря, наверное, сейчас. Хотя, чем больше урона, тем больше он плазмы урона наносит. То есть, чем больше атак, понял? Ну, там, каждая 3-я атака плазму выкидывает. Да, плазма, ты завершаешь. Так, ну видишь, Флинт умирает. Я просто проверил, Флинт просто умирает без Зои. То есть, нужен какой-то контроль все-таки. Да? Смотри, говорит, попробуй Макпак. Там баг с Актуоном. Ну, давай Макпак, окей, поехали. Макпак можно пробовать, если он у тебя сильный. Тебе слабый, он помрет быстрее, чем в принципе.
Ну давай, ну смотри, говорит, там какой-то баг говорит. Говорит, за 1 секунду вся команда умирает, и я сразу же несколько уровней апаю. Солнце. Алмы нету. Ну вот Алмы, если нет, то что мне за место Алмы ставить? Алма тут дохлый. 97 уровень. Ну давай поставим Алму тоже. Давай, вот как ты сказал, попробуем, вот смотри. И поставим Мерлин капитанку. Пробуем. А максимум сколько? Максимум 2400 делаю, ни максимум, ни минимум, вот так вот. Можно 2800, можно 3000 сделать. Сейчас прикинь, если я просто пройдусь. Так, я лоханулся Это тем, что не ультанул в начале Мерлин на Актуона. Это моя ошибка была. Ну, все. На этом все. 12 секунд жила команда. Все, выходим. Это не получилось. Баг не заработал. Что-то нужно что-то менять. Давай поставим флинта. Что? Щиты юзал? Нет. Ну, видишь, это мертвое пак. В плане того, что может пак хороший, если хорошо вкачан, но точно не на этом аккаунте. Ну да. Так, вот так. Ну тут 3 щита, типа... Топ-дамагер, тебя топ-дамагер Хелли, без нее никак. Да, наверное, нужно все-таки убирать Актуоны, потому что Хейли, она покрасивее будет. Актуона в конце хорошо ставить, он когда... Ну, чтобы он не сдыхал сразу же быстро. Ну и видишь, без этой тоже не получается. Без Зойки вообще не то. Без Зои вообще не то. Вот так, вот так. Мне просто интересно, а почему кто он в цепи здесь никого не закидывает? Вот, только сказал, сразу цепи пошли. Но он же должен, типа, там многих в цепи закидывать. А он что-то не... Ой, Мерлин сдохла. Обидно. Знаешь, что можешь попробовать? Что? Ты можешь попробовать Зою, Хелли, Лин, Аврору и пятым поставить Ингрид. Стягиваешь Зою. Ингрид ультую, да? Да. И туда дамажишь. Потом сейчас поменяешь. Ну, кстати, мы опять забываем про Пандара. Что, смешно, да, Антон? Хорошо получилось. Там опыт не покупаешь. Нет, 104 уровень, опыта нету. Опыт до 101 уровня. Я ультую тогда в Малачи, чтобы они все Малачи долбили. Правильно? Да, он самый проблемный, по сути. Долго живущий. Да еще какой. Но, с одной стороны, долго живучий, да, парень? Но, с другой стороны, он умирает быстро. Первый самый. Так, смотрим. Сейчас еще раз Ингрид ультанем. Ну вот, мне не нравится то, что... ну, сейчас уже нет смысла в Малаче. Наверное, в Хейли ультанем. Да, в Хейли, наверное. Пусть все Хейли бьют. Мне еще не нравится то, что... Вот почти сейчас ульта будет у Ингрид, и она останавливается и больше не копит ульту. Ну вот просто энергию не копит. Хоп. А капитанка зависла, да? Да. Я, наверное, убираю уже Ингрид, потому что... Я уберу Ингрид, поставлю Тереску. Да, на пару ультов хватает. И туда же сразу заливаем Терезой. Так, сейчас я почитаю, ребят, сейчас. Тут у меня важный бой такой. Может быть, даже выиграю. Блин, ну вот умирает это... Аврорка умирает. Я ошибся. Я книжку заюзал, но хотя вся команда в стане, и они разбежались. Я книжку заюзал, не надо было книжку использовать. Я, блин, капец, но я вот взял Терезу, использую ее книжку, и тем самым я все испортил. Сейчас вот после боя посмотрите, сколько урона нанесла Хейли. Просто там будет нереальный урон. Все, я убираю, ставлю видео. И пробуем с видео.
Что-то они как-то быстро, они расходятся, просто каждый по своему. Но, блин, выиграл бы этот бой. Вот просто вот сам такую ошибку сделал глупую. Ты поменяй просто книгу на другой скилл и все. Да, надо таки сделать. Но книга бесполезная. А Кэнди не зайдет? Ну, Кэнди можно с Пандаром тоже поставить, они там как-то будут урон наносить. Но тут Кэнди тоже вроде слабенькая. Кэнди... Нет, видишь, что прикол? Кэнди можешь тоже использовать как Кэнди, на пару ультов менять. Тебя же с 5 замен. Тебе не нужно 5 замен. И ты, в смысле, ты не юзаешь все 5 замен. Поэтому могу. Все может быть. Все может быть. Так. Тогда надо сразу же изначально ставить, то есть каждые 5 секунд убирать, менять, каждые 5 секунд убирать, менять. Понятно, что нереально урона, так как учитывались все жучки. Ну, правильно. В этом и прикол убить всех жучков. Можешь, знаешь, как попробовать? Можешь вот так попробовать. Зоя, Ингрид, Тереза и Кэнди в начале. С этим попробовал. Потом пару раз ульты раздать и поменять сразу, а потом Тереза, например, с Кэнди. Поставить Хейли, ну Хейли уже стоит. Ну, нужно теперь потом поставить попробовать. Ну да, ну вначале, я тогда вначале сейчас убираю Ингрид, и вначале можно поставить Кэнди, чтобы она залила туда урона тоже с ульты своей. Потом ее убрать, поставить Ингрид, потом еще ее убрать. Тогда нужно убирать отсюда кого? Рэмбо убираем, он уже бесполезен там будет. И поставим за место Рэмбо надо кого-то поставить, кто там будет хорошо наносить. Сальмон, блин, Сальмон слабый. Можно еще Мерлин поставить, понял? Вытащить Мерлин, ультануть. Надо сильный контрить. Сильный? Что такое сильно? Актон я уже показал силы, там 130 тысяч силы. Ну, кстати, 130 тысяч силы это уже неплохо. Он должен работать мощно, но что-то он не особо мощно работает. Стягиваем. И туда Кэнди сразу же. Хоп, залили. А что ты Близ не юзаешь? А Блиса тут вообще мертвая. И сразу Кэнди убираем. Кэнди убираем, ставим Ингрид. Ингрид ультуем. Ингрид убираем, ставим Пандара и заливаем урон. Можно Терезу еще. Если не ошибаюсь, я тут Терезу забыл поставить. Может сейчас даже Ингрид 2 раза ультанем. Давайте Ингрид 2 раза ультанем. Так, сейчас я тогда не ультую Зои, пока не ультуем Зои, пока Ингрид не будет ульты. Ну вот уже можно ультовать Зои. И вот сейчас самое интересное, когда первые жуки подходят, нужно вот когда первые жуки подходят, нужно их как-то сразу же убивать. И менять Ингрид. Меняем Ингрид, ставим на... Что? Это на Зои не юзаешь. Снаряга. Я ее юзаю сразу же. Она... Ну, когда эти мобы выходят, я ее тогда юзаю. Она же все равно физурон. Пандара оставить сейчас за место Ингрид? Или поставить за место Ингрид, наверное, Актона? Даже не знаю, сам смотрю. Давай поставим Пандара. Сейчас он всех жучков раскидает. Прям сдали. Издалека. У тебя Тереза была. Тереза была, я видел. Тереза была. Так, смотрим на ХП. ХП вроде никто не умирает. До сих пор все живы. Ну блин, ну вот полторы секунды и утонул бы Ингрид. Ой, Зоя сразу же. Ну ладно, уже нормально. Я вот не вижу опять жизни. Так, все, жизни не вижу. И продолжаем. Ну все, можно, наверное, уже убирать этого. Убирать Зою, наверное, нужно. Да, убираю. Так, мне не хватает маны, чтобы ультануть. Маны не хватает для ульты. Поэтому нужно осторожно. Чуть-чуть осталось и будет мана. Ладно, если получится ультануть, вообще будет супер. А, уже не получилось, уже один сдох. Вот когда нужно, они не умирают. Когда не нужно, они просто секундально умирают и не заходят.
Так, сейчас на паузу. Попробую состав Аврора, Крэш, Патра. Попробую, но Крэша, Патра слабая. Где можно леги добыть без доната? Где можно леги добыть без доната? Наверное, нигде. В ивентах. В ивентах скидки. Ну как это без доната? Я не понимаю. То есть как это? Чтобы у тебя не было кристаллов, но ты получил лег. Нужно копить на кристаллами. Нужно иметь VIP 3 для если яйца. VIP 8. Это опять же уже донат. Если у тебя VIP 0, то ты не получишь легенд бесплатных. Без доната, чтобы получить легенду, надо чем-то жертвовать. Потому что ты будешь получать брелики с арены, их будешь копить. Поэтому, следовательно, ты не сможешь покупать фанатливый. Везде свои эти минусы. Передай привет Лехе, я спать. Давай, спокойной ночи, Лехе, привет. Да, наверное, его в мозгу. Ну да, его друг. Самое смешное то, что у меня тут ни один герой в обратку не вышел. Так, пробуем еще раз. Надо допить за то, чтобы на экране были только бафы и хп. Карна, видишь, она уже сдохла и получается, ну, если Макс уже снял с нее. Проблематично. Не успел. Слушай, а если Кэнди оставить чуть подольше, она там нормально может зальет урона? Не, она не зальет. Я тебе говорю, нужно начать делать такой, типа, знаешь, максимальный урон магами, который ты можешь, типа, такой фигни. Вторые, Хейли, Ингрид, Аврора и даже без линта попробовать оттуда. Понял? Сразу стянуть с этими Зои, раскидать туда ульты, поменять потом сразу. Так можно было бы сделать, если бы у меня была бы Патра. А Патры у меня нету, поэтому так вообще бессмысленно делать. Ты же будешь контрить, это Ингрид, ультой и Зои вначале. Я имею в виду просто ульты раскидать и поменять сразу. Но я сейчас пока что мне нормально. Это, вот сейчас с Актион, я вот Актиона выпустил, сейчас хороший урон залетает. И он как раз всех держит в этом, в уздах. Так. Про щиты не забывай. Все щиты заюзал. Тут мне не нравится то, что я не вижу, сколько у них жизни осталось. То есть Ну, вот это... да, в этой суматохе тяжело определиться. Не, ну это чисто из-за того, что этот... как там его... Все, можно менять уже. И этот Зойку нужно менять. Зойку меняем на Овидия. Надо Зойка стягивать, а потом менять. Да, там проход без замен, читай выше сообщения. Крэш оставить нужно. Ой, я знаю, что там как можно без замен проходить. Я знаю, там ставишь Овидия и все, без замен проходишь. Но для того, чтобы без замен пройти, нужно довести до того, чтобы убить магами, правильно? Если маги слабые, тут невозможно. Если маги слабые, то смысл этого всего. Понимаешь? Там без замен... Вот, я опять отвлекся, и у меня опять он сдох. Рома Демон, убийца аккаунтов. Я передам Лехе привет. Рома Демон, убийца аккаунтов. Рома, смотри, тебя знаю тут. Блин, обидно. Вот хорошо, шел сейчас. И просто Актион погиб. Очень быстро. И странно, кстати. Не забывай про Люцифера. Да, но заместо кого мне его здесь ставить сейчас? Заместо Авроры нет смысла ставить Люцифера. Хотя, может заместо Флинта поставить. Слушай, может реально заместо Флинта Люцифера закинуть сейчас? Вместо Флинта Люцифера закинешь, когда Люцифер летанет, они все заиграются на заднем. Вот то-то ж. Но... Меняй Аврору. Но знаешь, в чем прикол? Пока мы это говорили, да? Погиб Флинт. Погиб Флинт и все. Фулл макпак с одним физом. Понимаете, в чем прикол? Тут можно и не менять, я понимаю, но когда видишь, не хватает урона у маг команды, смысл физов, не физов, если не хватает урона у маг команды. То есть не хватает у магов урона, то все. Тут уже на этом можно остановиться. Ну, вот опять одна Хейли осталась, я практически выиграл. Кстати, если бы у меня не погиб бы тогда Актион, то, может быть, было бы неплохо.
Так, а если за место... а если за место этой... За место Хейли сейчас поставим Пандара, и Пандар сейчас сделает так, чтобы Хейли не ультанула. То есть, чтобы Хейли не переродилась. Пандар вышел и сдох. Обидно, да? Блин, почти выиграл, прикинь. Смотрите на урон. Поехали, читаем. Буду после этого читать. Ни Хейли не надо, солнце. Фулл макпак с одним физом. Выпусти Экинокса. А Экинокса там вроде и не было. Ну, я бы выпустил бы, может, Экинокса, но я не успел. Надо было не Пандара, а Феникса поставить. Попробуй, ты близок. Я был только что очень близок. Очень близок. Просто чуть-чуть отвлекся, неправильно сделал. Не заметил то, что... Не заметил то, что Актон погиб. Я сейчас хочу Ингрид убрать, что там пока не особо. Давай поставим Блиссу. Какая бы она тут ни была. И навыки сейчас Блиссе прокачаю. И Блисса вот сейчас бы в конце бы она зарешала бы. Она залетела бы, зарешала бы. Это да. Блисса, вот это вот так. Ей нужно, если не ошибаюсь, второй этот надо качать. И можно в самую последнюю прокачать. Когда я свою... Нет, не самую последнюю, а вот эту вот. Предпоследнюю. Все, пробуем. Сейчас пройдем, ребят. Сейчас прям чуйка. Зою не убирай. Ну, может быть. Но с другой стороны, а кого убирать за место, если не Зою убирать? Блин, сколько мы уже тут? Полчаса не можем один уровень пройти. Как же это смешно. Но вот прошлый раз был очень близок. Очень близок. Так, щиты заюзали, выбираем. Я, наверное, сразу Пандара поставлю за место Актона. Мне Пандар больше нравится. Какой-то хороший урон наносит. Либо нужно было за место Кэнди сразу Пандара оставить с его капитанкой. Ну вот, они очень разбежались опять. И Карна тоже. Оп, Карна притянулась неплохо. Так, Флинт при смерти. Ну, кстати, можно Феникса выпускать, когда Флинт там почти при смерти, полумертвый. Феникс должен заходить и тоже решать дела. Решает вопрос, да? Печалька, да? Так, Пандар уже умирает. Пандара меняем, ставим кого? Ставим Терезу. Поставим Терезу, а потом Актона закинем. Тут бы, блин, тут наверное, еще бы круто зашел бы скин Терезы, он как раз бы всех поджигал бы и убивал. Так, теперь нужно проверять по жизни. Почти все дохлые. Кстати, почти все дохлые. Да, кто тут у нас почти умирает? Гаргона умирает почти. Вот против Гаргона уже можно... Сейчас Зойку ультуем. Тереза, видишь, даже с дэмэджем дофига не наносит, там ничего хорошо, она микроконтроль делает. Ну и как раз, чем больше саммонов, она тем больше урона наносит. Ну да. Так, ну давай, Гаргона. Вот сейчас уже должна умереть вроде. И улететь в бездну. Неплохо, неплохо, неплохо. Но сейчас, если Овидий поможет еще раз. О, ну кстати, я походу выиграл. Походу. Так не могу нормально утонуть Авророй. Что-то не то с этой Авророй. Так, еще раз ультуем. И еще раз ультуем. Ну вот Тереза опять, видите, если не заметил, Тереза там опять ультуем. Ну все, походу все сдохли, ладно. Хейли, наверное, жива где-то. Где-то Хейли живая бегает, я уверен. Флинта убираем, Флинт сейчас сдохнет. Поставим Люцифера напоследок. Да, Люцифер. И сейчас Люцифером как дадим. И Аврору... Сказал, Аврору убираем, а Аврора погибла. Если не ошибаюсь, противник Хейли еще жива.
Я просто не вижу, вот А, Хели уже в физе. Все, тогда Видя тоже убираем. Ставим Бруньку. Все, последний этот был. Можно сейчас... Наверное, можно на автобосе ставить. Победа. Легчайшая победа. Ну и Соника используй. Аврора... Побед, потеря полчаса жизни. Да. Я обычно Аврора меняю на Актуона. Аврора Фрита может на максимум установить, если сияние... Ну да, может. Вот как раз таки было тут урон. Ну, как всегда, Хейли 27 миллионов урона. Ну, Хейли, она, видишь, изначально же стоит. Ну, Тереза тоже не так уж и... Этот у нас уровень, если не ошибаюсь, тут нужно убить много мобов, да, вроде? Да. Я пока не вижу. Да, тут надо много мобов убить. Где у нас тут? Вот так. С флинтом. А, мы тут еще и кинок составили, если не ошибаюсь. И пробовали. Так. Я убрал флинта, наверное, это я зря сделал. За место кого? За место Зои кинок надо ставить. Все вроде. Поехали. Бывает 2 дня мучаюсь. Да, Кэнди зашла одной ультой своей первой. Легчайшие 30 минут. Сейчас будет легчайшие пару секунд. Так, я, наверное, зря ультанул. Хотя нет, не зря. Быстрее ультанет Тартар еще раз. Или сдохнет быстрее, ладно. Щиты. И еще раз Тартара. $13. Сейчас будет быстро. Не, ну все, сейчас прям легко. 24. И сейчас должна быть победа. Ну уже. Прикинь, 24. Прикинь, 24 и все сдохли. 27, 28. 24, 27, 28 и вся команда сдохла. Как так? Как-то так. Чудеса логистики. А что ты не поменял там сферы, правда? Я не знаю. Я думал так, знаешь, типа этим составом пройти просто. Не парить. Теперь знаешь. Просто когда уже будет достаточно близко, можно просто Тартара поменять. Ну всех можно поменять, тупо физов поставить на ульту и все. Ну да, чисто разок утянуть. Так, на Тартару ультуем и... Не, ну все, сейчас супер. 40. 40 убил, нужно 30, я убил 40. Жаль, что за это не дают никаких подарков. Ты говори, что с учетом того, что это Тартар положено. Да, ребят, кстати, здесь Тартара используйте, Тартара эти мобы, кто был на прошлых стримах, знает. Тартара мобы тоже в счет уходят. И поэтому, когда он там много душ появляется, и как вы видите, было сколько, 28, сразу же 12 убийств, это все из-за душ. Ну все, теперь Алму можно Люцифером Брунгильда и как, знаешь, таким буст-паком пройти. Но Сингрид вначале. Без этого тоже никуда. Можно Зою еще взять. Зоя в конце. Я Зою потом поставлю. Я Зойку потом закину. Ну, если понял, если буду видеть то, что не хватает урона, то Зойку потом закину. Так, Зоя, да, кто мне тут еще может пробивать? Сью хорошо заходит тоже. Да, 2 дня мучиться, это ж капец. Ты прикинь бы, если я сейчас 2 дня на стриме мучился бы? Было бы не весело. Ну почему? Было бы весело, Просто красные. Волосы выпали. Пальцы стер. Так, Ингрид, отдыхай.
Сейчас поставим Актона, Актоном разочек кинем ульту, может много урона закинет. Так, не вижу. Вот Говорит, то, что Игорь вначале нужна, потому что она дает возможность ультануть остальным. это, да. А то я, знаешь, думаю, Потому это, что без- все это знают. Ингрид вначале ну, ставим. потом, Ты как раз вот напоминаешь, вот и говори, а то я забываю сюда. потому что без Игоря вначале у всех твоих героев будет сразу же ноль энергии. И они ультовать не смогут на протяжении всего боя. А они не дают вначале возможность спокойно ультануть. Ну, как сказать, взять под контроль нужное количество героев. Ты так вздохнул, Создать количество такой героев. мелкий буст, так сказать. И проходишь очень налегке. Мельчайший буст. Все, это легко. Ну тут понятно, тут типа Люцифер, тут поэтому легко, но Алму проходить просто сбивайте ему контролем и все. Как только видите черненький дымок. Что, у нас тут получается Смока ставим, правильно? Смока и Зою. Зоя капитанку поставим. Хотя у них скорее одинаковые. И Флинта поставим, чтобы Это что-то. Флинт впереди стоял. Это там, где нужно твоих крипов, чтобы они хилялись. Тут я ставлю Смока и Зою. Получается, они в контроле держат противника, и противники вообще на одном месте стоят, никуда не бегают. Ну там даже урон не нужен, можно еще поставить Феникса. А я Феникса Он, таки поставил. Он, кстати, хилит этих самонов твоих. А, ну да. Да. Я тут на автобой поставлю просто. И пройдется на автобой у нас. Ну ты ультой лучше ультани, нормально, Зоя, и потом автобой поставь. А, я, блин, не поставил автобой. Я поставил ускорение, но забыл автобой поставить. Печально, да? Ну, в принципе. Но у кого нет смока, то тут нужно тогда контролить. То есть нужно там хилять такое. Так, я проиграл, потому что я ошибся в начале. Сейчас. Поставить автобой, но не поставить ускорение. Гений. Наоборот, Ну, либо наоборот. Неважно. поставил. Вы поняли, что я хотел сказать. Да, ну вы поняли, что я хотел сказать. Аурай тут иногда решает. Да, тут Аурай решает. Бывает, что не Она видно. хороша, но тратит ресурсы на перса, который, блин, нулевой вообще, по сути. Вообще нет смысла. Ну, прикинь, если у тебя нету вообще никого, ты ставишь Аурай там, и тут проходишь все это. Если никого нет, ну, можешь же также, например, Ингрид. Ингрид тоже хороша. Зоя стянул, Ингрид летанул, и все, они не трогают твоих крипов. Знаешь, что самое смешное? То, что тут даже один крип все равно умер. Я вот точно таким же составом проходил у себя, у меня там никто никогда не умирал, даже в самом последнем боссе. На 160-м. Бывает, что не видно. Да, не видно. Знаешь, почему не видно? Потому что Люцифера, когда используешь, Серафим не дает ничего Это видеть. же рандом, видишь, то, что он умер, потому что там, он же на передней линии этот моб. Да-да. А крипы, они иногда, видишь, агрятся, но именно не на плинтаже обязательно должны быть. Что, давайте попробуем здесь без флинта, да, как вы и говорили. Без флинта, но с Брунгильдой. Кого тут еще закинуть сюда? Это что сейчас там? Брунгильда, Зоя, Аврора, Люцифер. И я вот думаю, кто тут еще у него хороший по составу все заходит. Наверное, Хейли можно закинуть. Йорк. Йорка думаешь, чтобы просто в общем все закинуть? Ну тут Йорк слабенький, понимаешь? Йорк слабенький. Ингрид нужно найти. Так, Ты вот сейчас поставь, пожалуйста, я тебя прошу. Просто тупо вот эту линию, а вторую линию просто поставь 2-3 перса, которые тебе нужны, и все. Не надо вот эту полностью линию загружать. Зачем она тебе? ну да, прикинь, мне там, я такой, сейчас понадобится Ингрид, да, потом поставил Ингрид, и такой, блин, нужно было еще кого-то поставить. И потом забуду. Нет, ну Тереза тебе точно не нужна. Лилит тоже не нужна. А кто Лилит он тоже не нужен? А нужна. кто он можно тоже поставить? Ну, кто он со Сью можно оставить. Они тебе начнут. Салат тоже не нужна. А первый раз их проходишь или Нужно. уже проходил?
Ну, тут чисто дамагер. Тут все одинаковые уровни. Каждые 5 уровней они все одинаковые. Чередуется. Только усиливаются. Ну, как это сказать? Да, я уже проходил. Но на этом аккаунте вот здесь первый раз. Именно вот этот 110 уровень, это первый раз сейчас прохожу. У себя проходил Там уже. нельзя повторно. Повторно нельзя проходить. Да, повторно нельзя. И смысл повторно проходить-то? Время целое тратить. Так, ну, как мы видим, Зойка погибла. Мечи раскидывают, наверное. И ты, когда Зойка помирает, ты какой-то ульту Аврора. Она всегда. Так, я, может, даже если даже Зойка погибла... Ай-яй-яй-яй-яй. Если я бы сейчас легко прошел бы. Но я уберу, наверное, Рэмбо, чтобы он не ультанул. Потому что если он ультанет, то он убьет всю команду. И надо, чтобы сейчас быстренько Ингрид добежала и в кого-то ультанула. Давай. Нет, не успел. Просто не успел. Блин, жалко то, что просто не добежал. Что, попробуем еще раз. Мечи раскидаем на всех. И ульт. Хоп. Он все прошел, потом на другом аккаунте. Да, у себя я все прошел. Но тут как бы другой аккаунт, все совсем по-другому. Сила другая, все по-другому. Нужно привыкать к этой силе. К героям привыкать самое важное. Это очень важно. Так. Да, я говорю, по сути, здесь просто то, что именно нужно определенные персы, да? Которые будут выполнять основной заказ. Что ж такое? Знаешь, что самое обидное? То, что сейчас должен пройти. Сейчас должны усилиться. Я просто не понимаю, почему... Я вот сейчас не понял. Я сейчас ультанул, а они не увеличились. Что это такое? Это либо это просто урон не хватило секундального, чтобы убить... Не хватило урона, когда Ингрид ультует. Не хватает урона даже 1 секунды, чтобы добить всех. Сейчас, все. Сейчас вроде точно усилиться должны. О, все, усилились. Слава богу. Просто понял? Не успевает, не хватает времени. Да, я понял. Понял, да? То есть настолько слабенько. По таймингу не зашел просто. Да. Но все равно прошел легко. Ну да, потому что там... Тут видишь, герой. В этом плане... Не проблема в этом плане. Знаешь, что мы сейчас делаем? Сейчас вернемся на 107-ю и посмотрим, кем я проходил 107-ю. Вот тех же самых героев ставлю и так же самое прохожу. Что, пробуем? 112. Я пока еще не вижу. 112. Я уже забыл, кого я там ставил. Ладно, я не забыл. Я уже все вспомнил. Так, Люцифер, Брунгильда, Лилит. Что? Никнейм читал. Так, Тереза подъехала. Че, полетели? 112-я. Опять же, Овидий самый главный тут у нас. Был бы Пандар посильнее, то все, было бы просто. Можно было изначально ставить его. Пандара? Но... А я хотел Пандара, а потом подумал, все-таки надо конфетку закинуть, конфеточкой порешать там неплохо дела. А потом Пандара поставить. Я Пандара... Вы сейчас, короче, увидите самый смех. Я поставил Пандара, он не успел дойти до поля боя и сдох. Сейчас будет смешно. Я даже хочу это повторить посмотреть. Как я поставил Пандара, и он сдох. Пандар нужен изначально, знаешь почему? Потому что у него... О, какой... Капитанка. Ну, туда нужно вначале устоять, да. Ты видел, как Пандар сдох? Это... Иронично, скажем так. Пробуем еще раз Пандара поставить. Надеюсь, на этот раз он выживет.
Я не буду его этот использовать. Снарягу не буду использовать. Он знаешь, почему умер? Карма Потому там что... вроде бы. Нет, потому что Медуза вот эту фигню кидает, типа, и отпрыскивает 3 раза же. И он нарвался на эту фигню и Он, слился. походу, на все 3 яда нарвался. Да, понял. Ну и опять сдох. Ладно, давайте вначале Пандара поставим с его капитанкой. Да, Пандара с капитанкой вначале поставим. А Кэнди поставим, потом ультунем. Блин, вы так далеко зашли, я на 40 застрял. Ну да, да. Ну у тебя же, наверное, уровень другой, правильно? С таким аккаунтом, ну тут надо дальше было забраться. А с таким это каким? Ты можешь другую музыку подрубать? Могу. Могу. Знаешь, какую поставь? А что не так с этой музыкой? Знаешь, какую поставь? Какую? Сигма Руки Бальбузу. Ryzen Up, этого, как это? Eye of Tiger. Да, но я не могу ставить все песни, которые всем хочется. Это ж авторские права. Сейчас поставлю песенку какую-то, YouTube сразу же упадет. Ну, стрим закончится на этом. Поэтому в музыке я ограничен очень жестко. Получишь штраф мой. Штрафные Видишь, санкции и все такое. Оно не надо. Под контролем хорошо держишь, и они не вызывают самонов. Вот это классно. Не забывай про это говорить. А, вот точно даже самон выходит. Да, но самоны выходят, там вот ты как сказал это, вот они сразу же в этот момент вышли. Походу тебя Ну, слышали. рано или поздно они по-любому выйдут. Нет, но весь прикол то, что там можно изначально на долгое время отсрочиться. Так, нужно теперь думать, кого убирать. Терезу, наверное, убрать и поставить заместо Терезы. Ну, все-таки Зою хочу до конца, наверное, оставить. Зою было видео нужно держать. Зоя до Видео и Зоя сейчас нужно ультнуть. Все, Зою ультуем и сразу туда Видео закидываем. Так, я надеюсь, я Видео поставил? Да, я Видео поставил. Это хорошо, это хорошо. И вот так вот. И туда еще и Терезой зальем. И еще и тут там стянем, так. Тут сейчас такие дела решаю. Просто. Я сам в шоке, что я только что тут сделал. Ты ж... Андрей, можно проходить и без легенд, если у тебя хорошо вкачанные простые персы. А Вячеслав, это уже другое, да? Просто повыше. До сих пор мучаешься? Нет, это уже, ну, это уже дальше. Ты что? Это уже дальше. Я уже на 112-м. Все, прошел. А, не прошел, прикинь. Ингрид, Хейли забаговалась. И, ну, все, прошел уже. Со второго раза прошел только что, видел? Со второго раза. Да. Ну, видишь, нужно сразу изначально подобрать героя, который ты сможешь. И все, и в этом плане легче будет гораздо. Смотри, Вячеслав, ты уходил, был 107, а теперь уже 113. Давайте я какую-то, может, другую песенку поставлю. Сейчас посмотрим, что здесь интересное. Так, можешь перемотать ее вперед? Давайте перемотаем. Вот так. Не важно, я не слушаю музыку. Правильно. Я на 66-м застрял 2 года назад. Почти до сих пор там стою. Ну да. Так, с таким аккаунтом это уже читал. Ну ты же видишь, вот смотри. Как это, ну, типа, с таким аккаунтом то, что лор 10, да, согласен, если, типа, ты имеешь в виду лор 10. А если ты имеешь в виду, типа, с такой силой героев нужно далеко пройти, то я с тобой не соглашусь, потому что с такой силой героев ты далеко не сможешь пройти, потому что ты сейчас на стриме это видишь. Не проходит все далеко это сразу же, это не все так просто. И без легенд... Вы должны понимать, что этот аккаунт очень долгое время проставил. Этот аккаунт месяца там 3-4, да, вроде стоял. Он просил просили, это 2. В-третьих, то, что даже если есть легенды, если они не хорошо качаны, то они ничем не отличаются от простых персов. Ну да. Если у тебя есть хорошо качественные простые персы и вот такие, например, легенды, которые тупо не достигнут своего пика, скажем,
то ты и даже этот пак с легендой разберешь, как делать ничего. Да, да. Тут нечего даже добавить. Почему некоторые личности сидят на втором элитном уровне и говорят, что никак не могут, наверное, просто не хотят? Их левел 97-98. Здесь, в этой элитке проблема в том, что даже, грубо говоря, от левела немного что зависит. Зависит от силы. От силы и нужных качественных перцев. Больше от Это, нужных, знаете, да, это да, типа... качественных Да, перцев. это ты как с математикой. Ты не можешь решить задачу, потому что у тебя нет нужной формулы. Блин, И умер. неважно, какой класс, правильно? Ну да. Если есть формула, ты ее решаешь. Здесь то же самое. Просто единственная разница в том, что формула обычно существует, а мы здесь ее подбираем, потому что героев очень много. И еще один момент, вот это все формула это хорошо, но с другой стороны, вот, например, да, на одном аккаунте ты можешь этими героями пройти, а на другом ты совсем не можешь ими, потому что у тебя уже другие герои более сильно прокачаны, чем эти, а некоторые более слабее, вот как у меня. Я знаю то, что тут нужно пандара ставить, но я вот 100% тут опять договорился, ладно, сейчас я даже так пройду. Ну вот Вот с простых танагеры хорошие. 100% знаешь, что нужно Очень ставить много пандара. хороших перцев. Йорк хороший. И Йорка Пандар ставлю себя хороший. всегда. Но видишь, они тут слабые, поэтому я не могу тут поставить Рэмбо. Нет, там спрашивают просто, какие хорошие герои. А, Рэмбо, Сьюда, само собой. Ну, Йорк это есть Рэмбо. Потом, помимо того, смотри, какой пак ты хочешь использовать. Есть маг-пак, те же Бинты, Патра, Крэши, всякие. Они тоже очень хорошо входят. И они при этом всем очень хорошо могут помочь тебе в элитке. лучше всего в элитке вот помогает, я опять повторю, Пандар. И даже и Патра тоже помогает круто. Патра даже и в этом Ну, да. помогает, то есть ее terrible damage там просто нереальный. Ну, что далеко идти, вон твой Тартар Тартар. тоже очень хорошо помогает. И то посмотри, какая Вообще. сила, да? Грубо говоря, за которыми глазами можно проходить. Главное, чтобы он не сдох, как бы в первые секунды, и все. Да, дальше вообще пустяки. Мира тебе нужна для небесного, понимаешь? Для небесного города. Это верно, много пачек, которые равняют легенд на ура, и это очень злит. Ну да. Так, я так и не понял, я же прошел, что мне стоят до сих пор герои. А меня залагало, прикинь. А, нет, все уже отлагало. Но вообще, если качать вот из простых героев, вот Рэмбо, Сью, Мира. Мира для небесного, Рэмбо, Сью тоже для небесного. Но Рэмбо, Сью еще могут хорошо подходить в элитке помогать. Сью может помогать против Алмы, Рэмбо может помогать во многих остальных. Чисто просто буст уроном жестким. У каждого хорошие там есть скиллы, да, которые главное нужно знать, как их применять. Есть перс, который, ну, типа, есть такие персы, которые вообще просто нет смысла в них убиваться, да. Один из таких, вы можете забыть про него. Это Ватсон. Хочу Ватсон плохо. Только не убивайся там. Это Ватсон. Да. Просто этим все сказано. Все, так, музычку поменяли, продолжаем. Знаешь, что мы не заметили? Или мы заметили? А, ну походу Давай. опять оповещение. То я смотрю, у нас еще Дэмиан задонатил. Я так понял, просто не заметил. Ну сейчас я проверю донатов. Так. 2 секунды. Рэмбо, у него Ты пока отвечай на burst вопросики. damage, понимаете? Вначале он прям может разорвать этого даже даже этого Люцифера, не дав ему даже ульту сделать. Опять же, все зависит от прокачки. Просто проблема Рэмбо в том, что он недостаточно стойкий. Нужно ужасно много ресурсов от него вложить, чтобы что-то там противопоставить, грубо говоря. Но он очень хороший дамагер. Если он ультует задняя пачка просто растает. Да, Рэмбо лучше, чем Люцифер. Даже сейчас на арене. Ну, Вот я вот возможно. вся Рэмбо использую. Вот у меня Опять же, Рэмбо. все зависит от прокачки. От паков зависит. Рэмбо нужно Ты же только... не
Ты же не ставишь одного Рэмбо в атаку, правильно? Нет, ну это да, это Можно глупо. создать такие паки, видишь, ты создаешь спейс для Рэмбо, чтобы он хорошенько раздавал. Создашь хороший спейс для Люцифера, он тоже раздаст очень хорошо. Правильно же? Ну да. Здесь, видишь, зависит от того, какой пак ты соберешь. Тут, короче, донат залетел, мы не заметили. Сейчас я его попробую запустить еще раз. А ну-ка. Видишь уже как хорошо. Твои, как сказать, старания окупаются. Да. Жалко, народ у нас чуть-чуть каждый. Ну, в плане, очень мало людей в этом активно участвуют. Спасибо за стрим, очень помог мне. Пожалуйста, пожалуйста. Все, донаты, донаты заработали. Смотри, красиво, да, залетело? Да, видишь, вот это маленькая приятность, такая, скажем. Да. Неважно, какая сумма, главное, видите, то, что человек видит благодарность, и это уже приятно. Ну это вообще приятно, конечно, конечно. Любой маленький микродонатик уже приятненько, уже хочется сразу же еще больше делать и делать. Ну что, продолжим тогда? Не, ну ты видишь, этот донат, он даже, видишь, важен не тем, какая сумма, а важен тем, что ты понимаешь, что твои старания окупаются в плане того, что ты не зря это делаешь, то, что люди благодарны. Золотые слова. Я с тобой согласен. Аллилуйя. Аллилуйя, да. Бауэр лучший. До сих Опять пор... же, видишь, Бауэр, вот тоже, например, да, элементарно, он относительно неплохой перс, да, в плане того, что ты просто тупо, если ты будешь как мега-донатер, прокачаешь его там до 250 тысяч сил, то, конечно, он будет хороший. Но если ты будешь его тупо сидеть там на 80к держать и говорить, почему он ничего не приносит, факта, потому что, ну, то пошло, он не тот перс, который может вывести такой импакт, правильно же? Ну По да. сути, типа там Бауэр будет у тебя 250 тысяч и будет там какой-нибудь Люцифер с 80 тысяч. И, конечно, Бауэр рассыпет его, этого Люцифера. В преисподнем, так сказать, отправить обратно. Тут же можно много примеров приводить таких. Ну да, это, видишь, здесь тяжело судить о чем-то одном. У меня стандартная пачка. Мира, Мерфи, Аурай, Волк и Гербер. Андрей, а какой у тебя уровень? Алексей, ответь лучше. Алексей Зинченко до сих пор на 107-м? Нет, я уже далеко не на 107-м. Уже на 117-м почти. Фанат, атеисты, да? Через минут 10 зайдешь, уже буду на 160-м, наверное. Приверено. Что? Главное, один уровень полчаса проходили, а такой, типа, через 10 минут заходим, и 160 мы не проходим. Знаешь, все слишком просто, ребят. Через 10 минут заходите, все будет нормально. Нет, просто, видите, он показывает саму систематику прохождения. Как лучше, при каких условиях. При определенных там героях, да, которые у него есть. Конечно, если у него будут, например, простые персы хорошо качанные, он уже знает, какие, да, например, паки использовать, как лучше проходить. Он просто в этом плане показывает всевозможные, как сказать, прохождения на определенном аккаунте. И каждый раз аккаунты будут меняться.
она постоянно прыгает, там туда-сюда, как тебе сказать, перемещается по карте, ее тяжело записывать вначале законтрить. А если у мира никого не будет на передней линии, она просто открутит, я понимаю, что... Но опять же, у мира очень хорошие крипты, да, например, Небесная, она очень хороша. Но также есть Сью, например, да, она, например, на той же велике, ставишь Сью, и она, как бы, видишь, ее специфика зависит не от урона, а от того, что она сбивает ее. Не Так, заходит это- тогда. Но там можно урон наносить все равно ультой. Ну да, она очень хорошо наносит урон. Просто, видишь, проблема в том, что Сью нельзя использовать постоянно. В плане, пока ты использовать тут. Нужно использовать тут в определенное время. Так, Неовар. О, Неовар, я понял. Привет, привет. Вот вопрос, это уже было. Я уже играю для интереса. Перед 2,5 года даже не знал, что лучше в Альянсе играть. А, ну тогда да. Тогда, Андрей, согласен с тобой. Соло-левелинг, да, так сказать? Что? Соло-левелинг, да? Да, да, Соло убивал всех. А на троне как, не участвовал вообще никак? Кто с Мергеру Я просто, 903, приветик? Я просто, говорит, подходил к трону, у меня все боялись. Думали, кто этот свиреп... А потом разрабы просто сделали так, чтобы кто без Альянса не мог подходить к трону, я уверен. Центр потом способствовал. Ну, и понятно уже, кто этому способствовал. Тут даже, прикинь, в автобое такой вот отряд, таким отрядом не получается. Сдохли все. Я вот до этого пробовал, все сдохли. Для меня лучше люк, чем Сью. Ну, опять же, смотря для чего. Понимаешь, тут вот... Люк такой же по специфике, он такой же, как Сью. Просто единственная разница между Сью и Люком, то, что Сью наносит точечный урон, а Люк, он может в линию разносить. И прикол в чем еще Люка, то есть он... Его со скином он уже круто начинает работать. Хотя как 104 уровень, у тебя должен быть давным-давно скин, поэтому все нормально. Ну опять же, видишь, например, Сью можно использовать во многих паках. А Люк, у него очень специфический пак тем, что ему нужен определенный пак для импакта. Типа, как помнишь, заметовый, типа пак, который с Анджелой, да, с ними. Вот. С ними он хорошо раздает. Но он жидкий, как муха. Не знаю, помирает быстро. Ну, поэтому, можно его просто силу закидывать побольше. пак, если ты поставишь его в другой пак, то там не факт, что он привнесет такой же импакт, который он может принести в метовом паке. Сейчас я покажу одного В люка. паке просто создается спейс. Сейчас я люка одного покажу. У нас тут есть один люк. Так, осталось найти его. Если он с люком стоит. А вот, нашел. Вот у него люк 230 тысяч сил. Видишь, он на 28-м, но он топ-20 заходит. И там иногда просто люк выскакивает. Вот этот вот, знаешь, метовый пак Коко, Аврора, Брунгильда, да, и за пару секунд просто весь задний ряд умирает. Всем доброго времени суток. Мне бы 132 пройти, дождусь своего прохождения. Так, Руслан, 132 такой же, как 117, такой же, как 107. Они все одинаковые, ты же это знаешь, правильно? Поэтому... Можно не ждать до 132, но можно вот сейчас смотреть. Вот сейчас будет 117, и это будет то же самое, как 132. Так, ладно, меняем, убираем, ставим кого-то там. Пытаемся пройти. Так, хорошо, кто у нас тут был в прошлый раз? Рэмбо мы ставили, правильно? Правильно. И ульту на Рэмбо поставим тотем. То есть капитанку Рэмбо. Опять же, Ингрид у нас тут нету. Мне так нравится то, что ты не смог пройти мимо подарка. Мимо подарка? Все мое. Такой, так, все прошел. Так, блин, подарок. Тут извиняйте. Сегодня до 160 пройдешь. Заметь. Ну, видите, ребят, пройти не проблема, проблема во времени. Если получится по времени, почему бы и нет? Ну да, уже почти 2 часа сидим. И, кстати, довольно-таки неплохо прошли. Но если да, вот... Там сколько получается, там уровни прошли? Мы уже 12 уже, или сколько мы уже прошли, надо смотреть. Ну,
Видишь, на первой была запара, а так бы уже гораздо дальше прошли. Потому что подбирали перцев. Сейчас уже есть систематика, ну, примерно видение, ну, будущих паков, Ну да. как будущие этапы. И уже спокойно стоишь этими же паками. И просто долбишь всех. Мучишь, так сказать. Так, смотрим, кого... Я, наверное, уже сейчас Рэмбо поменяю. Нет, хотя если я как в прошлый раз сделаю... Все, уже надо менять. Главное успеть. А то я, как всегда, заговорился и зачитался. Вот так вот. И, кстати, еще один... Ой-ой-ой-ой, какие они гигантские нас сразу же стали. С первого раза. Опять же, говорю, почему использую Ингрид. Я использую Ингрид для того, чтобы... мои ребята вот такие большие были. Смотри, какой большой стал. На этом этапе вся специфика в том, что персы, когда ты убиваешь, они вырастают противника. У противника перс. Ингрид же нужна для того, чтобы вот такой же буст тебе принести. Потому что при обычных условиях твои персы никогда не растут. Также можно использовать Сентекса, но Сентекс не особо, поэтому проще Ингрид все это делать. Сентекс не так хорошо работает, как Ингрид. Нормали, Сью, Леон, Рэмбо, Аврора, Джули. Ну, в принципе, саппортов нету, поэтому... Да, саппорт есть Аврора, поэтому... Да. Но видишь, опять же, Леон в будущем, он такой слабый будет становиться. Вот я даже в Небесной башне использую Леона, у меня там он 160 тысяч силы почти, да? Он выходит и умирает за первую секунду. А тот же самый Пулан, который 130 тысяч силы, он намного больше дефит держит и все хорошо стоит. Ну да, в этом плане. Поэтому тут... Каждый перс подозрительно хорош, например. Да, вот тот же Джейк, до этого мы слышали, Джейк. Он может быть и хорош в начальных этапах, но чем дальше ты качаешься, тем больше ты понимаешь, что это Джейкоб бесполезен. Да, бесполезный мусор. Именно Джейк, потому что он со скином, не без скина, он вообще, то есть он не рабочий герой. Да, можно даже не париться в этом плане на этого героя. Опять же, если, конечно же, там не мега-донатер, да? Если ты мега-донатер, то, как мы и сказали, ты можешь там из, грубо говоря, из букашки сделать сам. Ты можешь также Бауэра взять и сделать его 290 тысяч и вперед. А можно как-то списаться в WhatsApp или Viber, показать своих и посоветовать что-то мне. В Дискорде можно списаться. Дискорда ссылку сейчас чуть-чуть позже скину. Давайте, знаете как, давайте сейчас 5 минут как раз маленький перерыв. И почитаем чатик, немного пообщаемся в чатике. Acton make some bug like Ovid on physical team. Yes, maybe, but I have Ovid and it's good. I use Ovid because I have him. Разве у Актона есть такой же баг? But I don't know how. Okay, let's read his skill. Ты можешь сказать так, типа, знаешь, типа, let us explain that we didn't know about this because we got Acton after we passing the elite engine. Yes. We didn't test it yet. А когда именно нужно использовать Ингрид? Давай я тебе скину сейчас видосик один и потом отвечу на него. Проще будет, если ты посмотришь ролик. Скажи, у тебя же на канале есть видосы. Ну да, на канале есть видосы. Заходите и смотрите, ребят, там все подробно расписано, все подробно объясняется. Сейчас это просто, грубо говоря, визуально показывается вам то, что это не что-то там придуманное, на самом деле то, что реально проходило. Ингрид, вот я скинул ссылку, Вадим, заходи и смотри. Ну, кстати, можем Актона использовать, проверить за место видео, может он будет реально так хорошо работать. Но с другой стороны, если есть у нас видео, зачем нам Актон? Здесь именно. Ну, по сути, да, видео самый оптимальный, не то что оптимальный, это самый легкий, скажем так, прохождение. Потому что также можно и Пандары использовать. Ну да, видишь, если типа, намного проще. Просто здесь вся соль в том, что это рандом. На Пандаре и на Теоне, да? И на Блисе. Да, это рандом. А на Авиде это 100% проход. Это вообще не париться, просто заходить и проходить.
Потому что я вот для ролика, когда делал, я пандаром прошел там с второго-третьего раза, да, например. А до этого там 130 там какую давно еще когда проходил, то есть пандаром он так не работал хорошо. Ну тоже такой жесткий рандом. Мне просто повезло, поэтому я быстро сделал за пару этих и все. Так, Ну, Андрей, здесь всегда будут переспрашивать, видишь, потому что на самом деле заходит, не все же выходит. увидели эти видосы это раз. Поэтому стримерам приходится повторяться. Как контент, может быть, и относительно новый, но его не все увидели, и каждого приходится объяснять, что да как лучше. Ну да. Сан Архё. Hello, Педро, hello. Всем здорово, 831. Привет, 831. Можешь написать что-то в чате мира, я покажу это здесь. Я же тоже на 831 сейчас. Так, у меня сейчас умирает это, Аврорка, и это довольно-таки очень плохо. Так, ладно. Погибла Аврора. Ну, кстати, уже Сам проблемный, да, уровень. Это как... Да, вот это самая проблема, потому что, видишь, Они подыхает. Прям капец. Геката хороша только в шоу-дауне. Ну, и там, В дуэльке она очень хороша. Дуэльки со скином, без скина она прям хороша. Не, ну со скином вообще топчик. Многие персы хороши, знаешь почему? Потому что они, например, они у тебя базовые идут. В плане того, что без... Там нет такого, то, что у тебя там геката, например, 300 тысяч силы, и ты там только типа взял гекату, и она у тебя разносится под 300 тысяч силы. Нет, она у тебя базовая, просто будет такой уровень, который как у тебя. Все характеристики не переносятся в дуэль героя. Так, Геката, она хороша только в этом плане, то, что дуэль. Потому что, например, на карте мира она уже совсем другой будет результат. Если тебе нужно узкопрофильный, только для того, чтобы проходить дуэль героев, то, конечно, гекатошка, да, нет смысла вообще качать, понимаешь? ну геката в начале да. уровня у них хороша, по-моему, там она типа может такие дела творить. Но это опять же первые там 85 уровней, там до 90 может быть, а потом дальше она опять же превращается в бесполезного героя, в которого Просто ты потратил много сил. люди должны понимать, видишь, ты вот, например, у тебя, например, Люцифер, да, ну, скажем так, мой, да, Люцифер, там 270 с чем-то тысяч, да, но когда я его беру дуэли героев, у меня нету там силы от 370. Ну конечно, да, там у тебя сила без... Да, там в общем 230, 240, 250 тысяч за 10 раз. Это вы должны понимать, что там только базовые статистики используют. Да, вот я там что-то фанило только что. Да. Там спрашивают, донатить что-то занял или что? Что? Я опять, блядь, не прошел. Антон пишет тебе, спрашивает. Так, Антон спрашивает, Да. донатик звенит? Сейчас опять, да, Антон? Так, сейчас я донат вижу, но я, как всегда, его пропустил. Так, проверим. Давай еще раз проверим его. Вот так вот. Деньги. Спасибо тебе. О, и даже прозвучал. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Антон. Спасибо тебе. Только я что-то не вижу его на этом. Во, визуально есть. Все, спасибо за 200 рублей от души, братан. Вот прям от души. Сразу легче. Сразу проще, да. Становится на душе. Да. От души, душевно в душу. Все, донатик прошел. Но видишь, ребята, если когда донатите, то вы там пишите еще раз, потому что иногда вот так донат не проходит. Мне приходится его там запускать, перезапускать. Все, продолжаем музыку, врубаем. Все, сейчас с донатом получается, Антон, в 2 раза сильнее получается, я должен, да, проходить?
Ну, не то, что с энтузиазмом, так сказать. Да, да, уже с энтузиазмом. Не, ну может быть сейчас мои герои получат дополнительную силу. Сейчас может быть Терра заультует, всех убьет. Но Зоя сдохла просто. Как тебе пачка Леона, Бро, Россию, Рэмбо, Джули? Это отвечали, да, Знаешь, уже? почему Зоя сдохла? Почему? Потому что ей не досталось. Они на 4 поделили. А, ну походу, да, по 200 каждому на лицо. А Зоя физ, а они маги. Правильно? А, ну хотя Флинт тоже маг. Сейчас я пока не могу читать, если что-то, Али следит за чатом, тоже ответит на вопросы. Я пытаюсь, да. Пытаюсь, но... С какого уровня физы начинают доминировать и до какого? Понимаешь, изначально все, по идее, хороши маги. Потом, спустя где-то, грубо говоря, с левелов, наверное, 50-х, начинают очень хорошо заходить физы. Потому что они получают больше импакта при вкачивании. Потом, видишь, опять же, все зависит от раскачки. Дальше в лейт, в самом дальнем лейте игры, в плане того, что там за сотни левелов, уже начинают использоваться именно бафы. Ну, в плане суппортов, потому что, видишь, из их они хороши чем? Они выходят вначале и просто тупо разносят магов до ульт, ну, до набирания их ульты. Поэтому они хороши. Но в лейт игре все уже достаточно хорошо вкачаны, поэтому могут перетерпеть, да, скажем так, изначальный урон. Поэтому сейчас уже да, в лейте используются суппорты, потому что они дают бафы. Там щиты, там дебафы, там всякие. Вы поняли, да, в чем? И поэтому в глубоком лейте, как бы смешно не звучало, но уже более-менее вы почти у каждого увидите симбиозный такой, знаете, Физмаг пак. Да, гибридный пак. Это нужно было это записать, ребят. То есть вот прям настановка на будущее, как изначально все это делать. Потому что но все равно нужно понимать то, что в конце концов все будем играть в лейте. Это в конце игры. Ну, это да, видишь, проблема в чем? Проблема в возможности прокачивания. Все зависит от доната в плане того, что если ты играешь без доната, то нет смысла распыляться на 10-15 кило. Тебе нужно качать это определенно 6-7 максимум, чтобы быть, как бы тебе сказать, чтобы хотя бы иметь какие-то кристаллы с арены. Чтобы держать себя на плаву. Если ты нормально донатишь, ну как да, ты сами блин, что-то такое. Если люди хорошо донатят, они могут распыляться там на 30-40 кило. Причем вообще без проблем, да? А все зависит от доната, или там проблема. Если доната нету, то лучше определиться с 5-6 героями. Неважно, да, какими, да, на то пошло. Конечно, лучше подобрать что-то определенное, но все же, если ты определился с паком, то тупо качать его до лимита, скажем так. Как пачка Леон, Сью, Рэмбо, Джули и Аврора. Леон, мы уже говорили, он не очень-то хорош. Лучше на то пошло, хорошую замену ему может сделать Гербер. Если ты хочешь именно так, как вперед. Гербер будет гораздо лучше. Или даже на то пошло как его? Ну, твой любимый перс, Лева. О, я не буду его называть. Это сейчас его сразу же пофиксят после этого. Если я сейчас назову этого героя... Остановимся на Гербере. Давайте остановимся на Гербере, потому что если я назову его, то его будут убирать. Утер и Гарри, они тоже хороши, как танки. Но против физов. Пулан хорош. Да, но опять же, видишь, у них узкопрофильно, да, в этом плане специфика. В плане того, что они против физов прям на ура. А против, там, например, элементарных ядов или магов они рассыпаются. И все. Когда-то мы говорили физпаки до начала рыбки, подземки, хотя да, нужно. Но видишь, были моменты, когда не знали фишек люди. Поэтому нужен был физ урон. Мы же опять же показываем, вот, например, элементарно на этом уровне. Вот да? на этом уровне, да. Пытаемся показать, но не хватает силы. Все думали, все думали то, что типа нужны, во-первых, сильные маги и сильные физы, потому что нужно снимать 2 щита. Ну, типа сперва магами, потом физами. Но опять же есть такие фишки, которые помогают проходить типа элементарно с одним магом, да? Мы вам пытаемся их показать.
Пандара убираем, Пандар не заходит что-то. Поставим Актона, может быть. Даже не Актона, а вначале я поставлю Лилит. Она у меня в прошлый раз хороший урон наносила. Нормен. Нормен, да. Хотя до 40 уровня. Андрей, вот ты до 40 уровня элитки прошел, но у тебя же, видишь, 104 уровень. Ты на 104 уровне должен был уже как минимум 80 пройти для того, чтобы перековать снаряжение оранжевое. Это очень много Да, ты первоначально. теряешь. I'm stuck at the same level. Sad, but I will pass this. Отрежь. Don't worry. Ясно. Что-что? Ясно. Смотри, сейчас попробуем. Я читаю имя. Ты читаешь? Ну, я имя читал. Нет. Йозеф. Юсуф Это... или Йозеф. Я Юсуф называю. Ну, не знаю, видишь, опять же, здесь все разное. Вот, например, даже элементарно Андрей, да? Эндрю. Андрей. У них Эндрю, видишь, звучит, например, ладно, я не буду про свои имя говорить, но его нафиг. Ну его нафиг. Остановимся на этом. Кто мы еще есть? Катерина. Кэтрин. Ну да. Ну, там много таких. Специфических имен. Мне не нравится то, что у меня Флинт очень быстро умирает. Мне это что-то не... Ну, он тут, вот именно вот в этой стадии, вот на этом именно уровне, он быстро умирает. То есть в прошлый раз я проходил как? У меня Флинт стоял, жил хорошо, а сейчас умирает. Я, наверное, знаешь, кого надо было поставить? Все-таки нужно было сюда закинуть Феникса. Он бы пару раз ультанул бы, но я сейчас, наверное, поставлю Экинокса и Экиноксом попробую похилять. Ни души, ни снаряги, ни снипа. Кто? Знаешь, ему надо было написать ни души, ни снаряги, ни жалости. Охота, чтобы онлайн звенел донат. Так я же его врубил через пару секунд, Антон. Ты как написал сразу же, он зазвенел у меня. Или ты не видел, как он зазвенел? Я могу для тебя еще раз повторно его зазвенеть, если хочешь. Ты скажи, если ты не видел, как он звенел, я тебе его еще раз врублю, чтобы он зазвенел. Леон, Сью, Чули, Рэмбо. Ну, мы же сказали. Опять Леон? Да хватит с этими Леонами. Эти Леоны. Меняй Леона, и все будет прекрасно. Просто в начале уровня он хорош, но потом ты на него распыляешься слишком много. За место Леона поставь лучше, знаешь кого? Поставь лучше Макса. И у тебя эта пачка как раз она более-менее впереди стоит. Не задняя, не передняя, а центральная. И Макс как раз на центральной линии, он раскидывает щит. Если они попадут под эту АОЕ, то вообще будет прекрасно. Он повторяется. Да, Ой-ой-ой, я прочитал этот и погиб. Так, ладно, сейчас нужно собраться и чуть-чуть меньше читать, чуть больше действовать. Так, неправильно. Слушай, что ты думаешь? Может, все-таки убрать Лилит, наверное? Ну, я, видишь, я не могу тебе сказать точно, потому что у меня ее нету, к сожалению. У меня тоже нету, к сожалению. Мне ее фракталия дает. Ну, кстати, я думаю, сейчас, если не получится именно вот это пройти еще пару раз, то можно будет что делать? Можно будет пойти во фракталию немного подрыгаться, может там что-то заработаем интересное. И потихонечку заканчивать уже. 2 часа стрим идет. За 2 часа не так уж и плохо прошел. Сколько был? 106 или 102 был, я уже не помню. Честно, даже не помню, с какого начинали. Лёва, я должен понимать то, что он бы, может быть, прошел даже и больше, причем без проблем, если бы это был его, как бы сказать, аккаунт, и он бы знал, какие паки его здесь ожидать. Да, если был бы мой аккаунт, я бы уже по силе бы определялся бы, кто мне посильнее, кто мне меньше умирает, кто больше умирает. Так, смотрю, если может даже пройду. Сейчас посмотрим, что там по урону. И как раз сейчас уберем, поставим видео. Ну вот, хотел попробовать только что Актона поставить, но
не рискнул, понял? Вообще не рискнул. Ну да, не стоит, он, во-первых, слабенький в плане стойкости. Так же, как Пандар может выйти И сдохнуть сразу же, да. откинуть копыта, так сказать. Отлететь. Очередной. Так. Смотрим, потиху. Ага. Один выжил, но... Или мне показалось, или не показалось, но с full хп, понял? И это очень не круто. Это Карна у нас, получается, с full хп, понял? Вылетела. Карна с full хп вылетела. Неплохо, неплохо. Потом ставишь просто только дамагера. Все. Так, нужно флинта убирать уже. Флинта убираем, ставим Люцифера. Брунгилю ставим еще и, наверное, попробуем Актончика закинуть. Я просто вот не вижу, тут есть еще кто-то из магов здесь? Да, Хейли из магов осталось еще. Да ну блин, ну ты что? Что же она так долго умирает? Вот мне нравится то, что она исчезает из карты мира. Мне это очень раздражает. Вот она опять исчезла. И все, ее нету. Ну, давай Актончика закинем. Последняя атака Актона и посмотрим, что он сделает. Вот она опять исчезла. Она исчезает, когда она прыгает, или она ультует, она исчезает из этого. Да. Ну вот она исчезла, и смотри, Карна несколько раз ультанула и убила всю команду. Прикинь. Тут еще прикол, нужно знать, понимать то, что вот они когда делают какую-то эту... Обновление какое-то делают, да? Вот они Карну только что 2 раза ультанула, убила всю команду. Карну же усилили сейчас. Сейчас посмотрим на ее урон. Блин, не посмотрел ее урон. Хотел посмотреть урон Карны, но нажал нечаянно продолжить и не посмотрел урон. Давайте еще раз попробуем. Теперь уберем Лилит все-таки. И вместо Лилит давайте закинем сюда Терезу. И я бы хотел поставить Феникса. Что, сейчас попробуем. Не пройдем, тогда пойдем в Фракталию немного попроходим. И на этом будем заканчивать. Дальше уже хозяин аккаунта будет сам пытаться пройти. Может быть, когда-то у него получится пройти. И все будет шикарно. А может и не получится. Тут уже на все воля. Если будет использовать твои реплеи, то, конечно, пройдет. Почему? Ну, по силе, если будет апаться хорошо, прям усиливаться жестко, конечно, пройдет. Ну, он просто посмотрит на предыдущие паты, какими ты проходил. Он поймет, какие герои нужно усилить. Усилит их, спокойно пройдет по твоей же систематике. Главное, чтобы не ленился. Ты знаешь, да, вот это лень. Так, у меня Флинт умер, все, мне уже надоело. Ладно, давайте на этом закончим. Уже я устал. Сколько мы там? Со 102 или сколько? 10 точно минимум прошли. Хелена это типа Лена? Хелена? Наверное, да. Ой, 5 кристаллов сразу же. Так, ладно, пойдем. Иду во Фракталию. Беру там, короче, знаешь кого? Беру там этого, как всегда. Как там этого зовут? Актона беру там какого-то. Или какую-то Карну, как в прошлый раз я брал и прохожу. Конечно, времени забирает Фракталия. И это немного тоже надоедает. Ну вот смотри, было бы неплохо, если бы они Фракталию бы сделали бы как этот. Ой-ой-ой. Оранжевая душа. Конечно, оранжевую душу берем. Возьмем сейчас, наверное, тут какого героя? Кстати, давайте Крэша возьмем, и сейчас Крэшем будет неплохо. 30 кристаллов внизу. Ах, надо все-таки, наверное, вниз идти. А вверху 2 этих. Смотри, 2 оранжевых флага. Что лучше, 2 оранжевых флага или 30 кристаллов? Конечно, 2 оранжевых. Ну, посмотрим, может, у него тут оранжевых. оранжевый. То, что... Может, то, на чем основывается, понимаешь? Если у него много оранжевых, то может... Да тут оранжевых достаточно. Тут все, тут по душам все неплохо. Поэтому давайте возьмем 30 кристаллов. У себя бы я точно брал бы 30 кристаллов. Берем 30 кристаллов и ставим Крэша. Кстати, ребят, для того, чтобы здесь герои усиливались, они же умеют усиливаться, то нужно героям проходить босса. Убиваешь босса героем, которого ты взял из лавки, и после этого герой усиливается. Я вот это много раз пробовал, и получалось так. Это тип не норм. Не норм, что не норм, Антон?
Видишь, к концу стрима уже все так люди потихоньку сходят. Закончилась элитка. Ну, ты показала систематику всех основных уровней. Главное, чтобы запомнили. Только довести до ума и все, впаркивай. Основные фишки Ну, показаны. вот в этом и интерес, то, что каждый раз, если ты берешь других этих, то есть другие аккаунты, вот берешь другой аккаунт, да, и пробуешь на нем, то там уже все совсем по-другому получается. И там как раз можно показать, как на бесплатных героев все это проходить. Но опять же, бесплатные герои, надо, чтобы были крутые герои, а именно Пандар. Пандар, Ну, еще раз были Пандар. бы, Во были всех. бы хороший аккаунт с нужными героями прикачанными, конечно, можно было вообще показать вообще, да, там, Ну всю да. фишку. Все, не то, что превосходство, а такие же, как бы сказать, возможности простых перцев. Просто видишь, опять же, мы, например, проходили элитку, была нужда в определенных простых героях, но они не вкачаны. Поэтому и получилась такая ситуация, что было, нам нужно было обходиться тем, что И еще много таких героев нужно. Ну, наверное, я потом после стрима все-таки дам указания хозяину этого аккаунта, кого ему хотя бы качать. Ну, потому что без Пандара и без Крэша так даже. сказать, дам напутствие, да? Да, дам напутствие на будущее. Они еще усиливаются, если, например, у тебя стоял один герой из палатки, а два нет. Ты ставишь двух, он сначала слабый, но в следующий бой он также, как и первый, усиливается, если умер, а ты возрождаешься за гемы. Так я же уже сказал, как они тут усиливаются. Просто босса убиваешь им, и все, они усиливаются тут. Если не ошибаюсь. Ох уж это пунктуация, да? Что? Ох уж это пунктуация. Да. Хоп, 10 кристаллов подъехало. Ну вот смотри, хорошо, сейчас уберем Актона, поставим Крэша и попробуем Крэшем. Сейчас 2 третьих пройду Крэшем. Красная душа. Смотри, тут у Крэша, короче, этот стоит, как там его? Единорог стоит. Сейчас смотри, видишь, да, у него какой? Руна плюс 5 получается красная. Сейчас мы пройдем босса, и руна будет увеличиваться. И давайте еще кого-то возьмем отсюда. Флинта. 130 тысяч. Можно, кстати, Флинта взять, и тут Флинт посильнее. Тут Флинт, если будет усиливаться, будет хорошо стоять. Либо можно... Не, Луфия нет. Давайте возьмем Флинта. И сейчас как раз Флинта... Да, можешь убрать оттуда. Сову можешь убрать просто тупо. Да, я сейчас сову беру, поставлю Флинта, и сейчас Флинт должен как раз после этого усилиться. Ну тут на Флинта, кстати, хорошая душа стоит. Красный этот. Ну, тем более. Вот видишь? Раньше, когда герой поставим целый... Можно Феникса использовать здесь. Ну, Феникс, он, знаешь, в чем прикол? Он может так подъехать, да, и сразу же сдохнуть. Не знаю. Это все в конце у тебя, например, мертв, она может быть такой. Я всегда прохожу с Фениксом. Мне знаешь, как? Я не пока всегда прохожу. Еще вообще без опары. Люцифер, Пингильда, Аврора, Флинт и Феникс. Все. На автомате все прохожу. Так, я не то нажал. Ну, я прохожу всем тем же самым, только за место Авроры я ставлю... за место Феникса я ставлю Аврору, и все. 100 теней вверху, 150 теней вверху, а внизу 30 кристаллов. Слушай, ну сейчас хорошо подходит, прям неплохо заходит. Смотрим, сейчас должны усилиться, кстати. Сейчас должны усилиться герои, смотрим. Видите, да, вот, ребят, Крэш усилился, да, и Флинт усилился, заметили, да? И это было все после босса. Как только я босса прошел, у меня сразу же они начали усиливаться. И сейчас каждый бой они должны усиливаться. Каждый следующий бой они будут усиливаться и еще раз усиливаться. И тут, кстати, мы можем видеть, как Крэш хорошо заходит. Надо будет что сказать. Так, контроль. Кого нужно здесь качать на аккаунте? Получается Крэша, Пандара, как минимум, вот этих двух героев, правильно? И на этом все. Пока что. Патру нет смысла, потому что здесь замена Патри. Намного хорошая замена Патри, там другие всякие. Но хотя бы вот... Почему нет? Смысл есть всегда. Просто если есть возможность, то лучше Патру, конечно, качать. Да, но тут нет возможности. Если нет возможности, то... Ну ладно, убедил. Ты же знаешь, что возможности особой нету. Погоди, мне Ну, кажется, мне кажется, то, что тут этот не усиливался, кстати.
Флинт не усиливался после этого, после босса, и это странно. Крэш усилился, а Флинт нет. В фрактале бывают жесткие паки попадаются, да, бывают жесткие, типа, если попадается какая-то лилит против тебя или Актон, как сейчас, Актон же имба. Вот сейчас против меня Актон попался. Он монстр. Очень хорошо заходит против. Кто-кто? Октавон, особенно на третьей линии, когда заходишь, когда Октавон, если там будет, там он хорошо вообще заходит. Да, иногда Твоих героев начинает плотно. плотно компенсировать, да? Да. Ну, кстати, я забыл, знаете, знаешь, что я забыл сделать? Я забыл голосовалку устроить, какой же герой выпадет, а мне выпал Монк. Опа, нужно Крэша подхилять. Кстати, ты снаряду не юзаешь. Да, я не Вначале юзаю. каждый раз юзай снаряду. А, смысл, я так легко пройду, я думаю. Чтобы они у тебя половые были, это раз. Во-вторых, ты можешь не всегда юзать ульту перед смертью, например. Ты знаешь, что герой сейчас умрет, а там у тебя, например, так ультует, и ты тоже будешь не юзать, а потом на следующий бой будет вообще сразу с полной энергией. Идем в центр, наверное, и после смотрим, что у нас там по верхам. Ой, хорош. 2 фиолетовых, иду вниз. Лотос была в свое время хорошая, сейчас нет. Медея относительно, она хорошая. Медея хорошая, но очень хорошо опять же, заходит. прокачка. Ну, например, та же Медея, она может тупо взять в корне, да, например, этого же Люцифер, и он просто помрет до ульты. Ну, если, например, это ты, да, вроде писал, да, Андрей, в комментариях Медея 1 на 1 против Актона. Видишь, Медея 1 на 1 может хороша, потому что у нее есть жуки. Жуки убивают. Ну вот, например, если взять там на арене, там, например, если я бы выбрал бы за место Медею Актона для себя. Потому что мне кажется, я уверен, что на арене он посильнее будет. Но 1 на 1, то есть нет смысла считать героев, если 1 на 1 он сильнее, чем другой, значит он лучше. Это не так. А в чем прикол Лотос? Она уже не так ультует. 1 на 1 может быть многие герои сильны. Например, тот же Сайз со скином, да? Запаришься его убивать 1 на 1. Да. 1-1 практически невозможно убить даже. Факту, потому что он и выйдет очень много атак. По факту он кому как на данный момент не особо актуален. И даже со скином. К сожалению, даже со скином. Я сейчас, кстати, скину ссылку Дискорда. Кому интересно, там у кого какие как раз там вопросы будут на будущее, то заходите. Да ничего. Так, назад, копировать. Вот ссылка Discord, если не ошибаюсь, это она. Да, это она. Вот ссылка на Discord, ребят, поэтому залетайте на Discord. Это как раз тебе, Андрей. Ты там хотел в WhatsApp или в Viber, вот лучше Discord, чем WhatsApp и Viber, потому что WhatsApp и Viber у меня тогда будут забиты полностью. Я уже буду путаться. А так в Discord много проще будет. Че, я продолжаю проходить. Вроде на самом деле сейчас много кристаллов заработаю. Ну, это же хорошо. Так сказать, компенсируешь чуваку, которого взял аккаунт. Кто бы мне компенсировал? А прохождение литки это не компенсация разве? Тебе же там кто-то вроде бы компенсировал тем, что 200 рублей закинул. А, да, точно. Но это же не тот чувак. Поэтому... А он за него, да? Компенсировал. Поэтому я сейчас с него возьму. Да, еще и с него. Не, он занят, его сейчас нету. Доходим уже эту элитку до конца. Элитку, блин, у меня уже в голове только одна элитка. Доходим эту фракталию. Блин, на самом деле довольно-таки уже нудноватый ивент стал какой-то. В чем причина всей этой игры? Там всего 3 этапа, видишь, и там нету продолжения. Если было продолжение, как, например, помнишь раньше компанию? Ты там сидел, проходил, пытался, старался. А сейчас ты тупо ждешь компанию, чтобы получить новую рунду, и все. Да. И
И еще этот же, как там его, если брать прям как было в прошлом, это военная стража, или как они там, вот эти башенки, которые тоже было легко, нелегко Да, проходить. уже никто не проходит, просто покупает кристаллы и очищает. Да, Также с походом то же самое. Всего 7 этапов, и ты там все видишь такое. Лучше легче купить, не париться. сейчас прикол, пак поставлю веселый один. Сейчас поставлю веселый пак. Вот такой вот. Магический пак с Блейдом. А то у нас тут сегодня кое-кто выиграл с Блейдом 1 100 000 силы, выиграла 1,5 миллиона силы. Такой себе был момент. Ну, видишь, это хорошо, что ты не проиграл еще ни одной проекталии, Антон. Потому что эта проекталия, это бонус. Это не какой-то там, типа, элитки, либо там вавилонки, да. Это просто бонус. Давай, беги, скачивай. И еще прикол в чем в фрактале. То есть там еще надо пытаться, чтобы и кристаллы не тратить. Ну, оживлять героев в плане. Да. Ну, видишь, в этом плане здесь что хорошо, здесь как в походе. Ты можешь вовремя нажать паузу и сделать заново. И не париться. Бой. Да. Кто не знал, тот не тому говорит. Смотри вот сейчас, что тут будет из интересного. Тут сейчас будет 4300 опыта. Потому что, видишь, посередине как? Сейчас я покажу. Тут сейчас увидишь, тут посередине стоит, получается, закрытие. И я не смогу, получается, больше опыта, чем 4300 заработать здесь. Вот и что. Что? Сейчас глянем. Раз и два. Тут, получается, 2 раза закрывает. Но это иногда такая фигня случается. Обидно, конечно. Ну да. Обидно, ну ладно. Идем поверху, там 5 кристаллов было сверху. Мне кажется, понизу лучше, нет? А так я могу... Чё по низу? Я вверх и потом сразу же вниз пойду. Покажи еще раз сначала. Вот начало. Вот Так, дальше так. двигаю. Останавливаю. Не, лучше понизу идти, мне кажется. Ну, хотя ладно. Там, Ну, смотри, что поверху, что по низу, там будет 2 раза опыта будет. Смотри, вот я пойду вверх, 5 кристаллов Да, я получу, видел. потом раз, Да, два. да, видел. Но просто прикол в том, что, видишь, там перекрытие центральное, и это очень не круто. Потом надо переходить вниз в целом. По-любому надо вниз переходить потом, 100%. 99% случаев, когда идешь на третьем этапе фрагмента, нужно идти пониже. А еще лучше просто смотреть. О, смотри, как они усилились. Все красные, видишь, да? Все красные после босса. Так, ладно, смотрим. Может сейчас... Я просто хочу попроходить меня вот этим вот составом. С тотал контролем. Чтобы ничего не могли делать противники. Зою забыл для того контроля. Так, тут крэш. Ну да, по сути. Ну, все равно. Флинтом кинешь на хрэше. Ну да. Так я уже так и сделал. Ты, кстати, ты это сказал, я это в этот момент сделал. Ладненько, спасибо за стрим, было супер. Я в магаз за пивком за вас выпил. Спасибо от души. И тебе спасибо за то, что был на стримчике. Много не пей там. Так, чисто пару литров, чтобы было. Я вот уже прохожу, да, вот это вот, эту, как там его, фракталию. Мне уже настолько нудно стало ее проходить, я думаю, может остановить, потом уже он сам зайдет ее. На этом... Что? Хоть что-то ему оставить. Давайте хоть что-то оставим хозяину аккаунта, пусть ему будет тоже интересно, вот он дальше все сам пройдет. Так, что там интересного еще? Все, вроде на этом все. Элитку попроходили до 117-го. Минимум нужно пройти до 145-го элитку. Привет, Папа Фиш, привет, настроение хорошее. Ты как раз наконец попал. Уже заканчиваем, 2 часа сидели. Где ж ты был раньше, где ж ты был?
Оставим, знаете, как аккаунт прокачается еще месяца 2-3. Будет подкачиваться, как раз прокачать нужных героев. Если к этому времени он не пройдет элитку далеко, то я опять же возьму и попробую пройти подальше. А в следующий раз уже будет новый ролик про одного очень крутого героя. В гостях мой друг. Показать твой аккаунт, твой этот или нет? Давай покажу, так уж и быть. Чё ж ты стесняешься? Так, вот в гостях кто. Сейчас стабильно 4.8, 4.6 опыта и 430 кристаллов. Да, стабильно 430 кристаллов, это хорошо. У меня стабильно 375 кристаллов. Ну, в прошлый раз было 500. Жалко. Ну, смотри, Папа Фиш, ты же подписан на канал, правильно? Если не подписан, подписывайся и просто включи колокольчик, и все будет супер. У тебя оповещение будет приходить, будешь залетать сразу же на видосы будешь залетать. На этом все. Здесь все. Али. Смотри, тебя знают. Объясните, что за лорд в донате. Что за лорд в донате? Не совсем понял. Скажем так, улучшение випа. А, в донате лорд. Да, это прям, смотри, тут усиление всего-всего. В общем, зайди и прочитай, что лорд дает. В этом, на сайте Magic Rush Help там есть. Конечно, подписанный колокольчик есть. Ну все, значит, Папа Фиш, я так понял, значит, ты был занят, поэтому не смог залететь. Обидно. Можешь пересмотреть в повторе. Хотя в повторе неинтересно пересматривать, но лучше все-таки пересмотри. Короче, будем на этом потихоньку заканчивать. Фракталия — это способ убить 25 минут, доставляет эмоции. Да, 25 минут. Вначале это было очень прекрасно, а теперь это просто такое. Ну, я тебе так скажу, Антон, через полгода минимум, то даже еще, то у тебя все, Фракталия будет такое отвращение приводить, только если не добавят Скажем пропуск. так, любой контент надоедает, если он однообразен. Да. Так же самое, как вот прохождение элитки. Если буду каждый раз проходить на стриме элитку, она уже будет надоедать, она будет не надоедать. Левон, пора бы выпить с такими запросами. С такими это какими запросами? Хай, Мика, хай. О, Виталя залетел на стрим. Виталя, ну... Я тут заканчиваю, а ты залетел на стрим. Поприветствуйте хозяина аккаунта. Давайте, ладно, еще минут 10-15 посидим и будем заканчивать. Ты как, Али? Было бы весело, да, такой, вижу, хозяин аккаунта заходит, привет, и ты такой, о, привет, Виталий, смотри, и такой сливаешь его к Рисе. А, Виталий, кстати, хочешь прикол? Виталь, смотри. Лорд 10 надо донить. Так это не мой аккаунт, это не мой лорд 10. Смотри, Виталь. Сейчас улучшить. А, ладно, не то, здесь нельзя. Сейчас я прикол покажу. Блин, тоже нельзя. В чем прикол? А где-то можно? А вот, на мире. Смотри, сейчас буду кристаллы тратить, Виталий. Минус 153 кристалла. Здесь тоже нельзя кристаллы тратить. О, Виталий. Как ты думаешь, стоит улучшить малость или нет? Только дай знать, если надо будет, я сразу нажму улучшу. Я только приехал, нас занесло. Да, у нас то же самое занесло. Все то же самое. Привет, Веселуха, привет. Привет, Макс Левченко. Это братка, опоздал я. Да, братан, опоздал ты. Я до сих пор жду, пока Виталий мне ответит, чтобы я нажал улучшить и потратил 3800 кристаллов на малочи. Али, что ты думаешь по этому поводу? На его нервах играешь. Не вздумай. Не вздумай. Хорошо, не буду. Это братка. А, братка. Братка. Я понял, братка. А ты какой? Ты, я так понял, Макфиз, да, просил тогда в прошлый раз? Вчера вроде, да, в этом чате у вас были. Ну, кстати, пересмотри стрим, хотя бы часик там посмотри, там как раз все показано, как проходится. Далеко прошел, Виталь, смотри, на 117-м. Ты уже, Виталь, на рейтинге поднимаешься вверх.
Сейчас посмотрим, где там Виталий у нас. Так, смотрим. Ну смотри, 37 место на сервере не так уж и плохо, правильно? Расскажите про слияние, как оно проходит, как узнать, какие сервера. Ой, сервера, как узнать, это сложно. Слияние проходит, грубо говоря, раз в полгода, и оно идет с крайними серверами. Заходишь в список серверов, смотришь в списке серверов, какие сервера слияются. Крайние у тебя. Вот в чем проблема. Вот смотри. У нас 831, да, сервер? Выше нас 830, да, есть? Смотрим, есть ли еще какой-то сервер. Какой-то из 800. Видим, что его нету. Смотрим, должен быть 832. Вот 832, 831, 830. Может быть, это будет 3 сервера. А скорее всего, либо 2. Ну, по-любому будет как? Будет 830 и 831 слияние. Идем дальше, смотрим. 158, 159, да? Ищем, есть ли 157, 156, 155. Да, вот есть 156, 155. Получается, какое будет слияние? Будет 156, 156, 155, 157 будет 158. 159 будешь ждать 160. Вот такая там, вот такие моменты. Насчет 900 серверов я вообще без понятия, ребят. Как там будет, вообще без понятия. Я в Артале 4 дня. Потом обновы сразу 2 прохожу за час. 4 дня отдыха, потом так. Запросами в помощи. Ты говорил же, как с походом. Ну да. Hello, boss, thank you for sharing this video. You welcome, Mika, you welcome. Enjoy. Just enjoy this. Я так не понял, с какими это запросами? Запросами в помощи фрактали и элитки. Виталик, донить надо много для ака. Да, Виталик, донить нужно много для ака. Но, на самом деле, я еще раз повторю, этот аккаунт был 3 или 4 месяца, он был АФК. Он не играл. То есть, или 3 месяца, точно 3 месяца, скорее всего, он не играл этот аккаунт. И он уже подубитый был. И Виталий его получил уже подубитый. Поэтому как-то так. Поэтому сейчас Виталий его с колен поднимает. Сложно поднять с колен аккаунт, который был АФК, который уже проседает по многим позициям. Давай пока, Антон, давай. Все, и всем остальным тоже пока. Все, спасибо, Антон, за донат. Спасибо, Дэмиан, да, если не ошибаюсь. Да, Дэмиан тоже за донат, спасибо. И всем пока, все, до скорой встречи, так сказать. И Али, тебе самое главное спасибо, кстати, забыл. Спасибо за помощь в стриме. Будем... Да, удачи. Давай, удачи, все. Давай, созвонимся.